снова даю сбой. От терник к звездам лечу вновь. Из тех сигналов, что рвут кровь, среди прочтенных найду твой. В тех мирах, что мне были знакомы, я никогда не находил покоя. Я никогда не находил тебя. Я ловлю твой сигнал, и мы снова в погоне. Это капсула, мой кровь. Существа на тех планетах, мне никто. Ни следа у тех звезд, но ищу вновь. Без нее моя жизнь ноль. Тут сигнал просто пароль. Пароль, что мне не подобрать. И новая планета предо мной. Но я не устану искать. И я снова лечу, двигатели на старт, и мы рвем в небеса. Я снова ищу, но на этой планете не вижу тебя. Я снова лечу, двигатели на старт, и мы рвем в небеса. Я снова ищу, но на этой планете не вижу тебя. Крушение в себе отложил на потом. Я здесь один, но человек за бортом. Всю свою жизнь я ищу то, чего не даст ни один бог. Крушение в себе отложил на потом. Я здесь один, но человек за бортом. Всю свою жизнь я ищу то, чего не даст ни один бог. Мой разум гаснет, как свет звезд, а моя боль скроет те кратеры и рвы. Все навсегда и все всерьез. Черные дыры пригласят на бокал тьмы. Я ловлю твой сигнал от одной из. В моей капсуле снова кипит жизнь. Лечу вблизь, чтоб забрать приз. Но здесь ни чудес и ни Алис. Все эти люди, они мне противны, что никогда не выйдут из своей квартиры. И мне лучше бы где-то сгинуть и стать пылью, чем делить этот мир с ними. Так много планет, но везде свиньи. А их гнилую душу не покажет скрининг. И я снова на кон свою жизнь скину, лишь бы найти тебя и не быть с ними. И я снова лечу, двигатели на старт, и мы рвем в небеса. Я снова ищу, но на этой планете не вижу тебя. Я снова лечу, двигатели на старт, и мы рвем в небеса. Я снова ищу, но на этой планете не вижу тебя. Я снова лечу, двигатели на старт, и мы рвем в небеса. Я снова ищу, но на этой планете не вижу тебя. Я снова лечу, двигатели на старт, и мы рвем в небеса. Я снова ищу, но на этой планете не вижу тебя. Так, таки всем здрасте. Не знаю, насколько хорошо меня слышно, насколько плохо. Ну, ладно, потом разберемся. Что-то я в последнее время пытался в настройке, у меня опять ни хера не получается в плане звука. Потому что либо слишком громко, либо слишком тихо, либо ни хрена вообще не слышно, либо слышно, блядь, как я вейплю на заднем плане. То есть, ну, такое себе, короче, хз. Ладненько, в любом случае, привет всем, кто тут есть. Собственно, Mass Effect, все дела. У меня полнедели, считай, не было времени. То времени на него не было, то еще какие-то проблемы возникали. Но в этот раз я все-таки починил эту чертову озвучку. То есть теперь озвучка английская. Аллилуйя. Теперь я буду гореть только от текста в этой игре. То есть от озвучки гореть уже не буду, потому что оригинальная озвучка, она клевая. Так что, ну, погнали. Я, как обычно, я все, блядь, не настроил перед стримом. То есть я, как прошлый раз я это сделал, я уже включил игру, типа. А сейчас нет, поэтому звуки запуска этой игры из замечательного в кавычках нет лаунчера этой игры тоже сейчас будут. Так.
Сейчас оно запустится. Эх, как всегда, блин. Надо что-то настроить заранее, я это никогда не делаю. Ты что-то сегодня это малость лихорадила. Ну, по крайней мере, когда я смотрел стримы сегодня. Будем надеяться, что сейчас с трансляцией проблем не будет. Так, минус уши, за это заранее извиняюсь. В лаунчере музыка не настраивается. То есть она, сука, все равно громкая. Не, все вроде запускается. Вообще, я, кстати, с английской озвучкой игру не тестил. Как бы фиг его знает. Я надеюсь, что вылетов не будет. По крайней мере, раньше она вообще не работала. Так. С этой самой озвучкой. Это что? Так. Фантастически быстрые загрузки. Так, захват игры. Где у нас игра? Ага. Захватывайся. Ну и... А, вот. Процесс пошел. Так, я надеюсь, не сильно громко. Ну, если там меня не слышно будет или что-то еще, ну, пишите в чат что-нибудь. Так, остановились мы на том, что мы собирались лететь за археологами из Томска, ну, в смысле, за одним археологом. Практически из Томска, да. Так, что у нас тут есть? Ну, сперва пообщаемся с ребятами. Yes, Commander? Вот. Speak freely, Presley. I want to know if you have a problem with non-humans. I trust you, Commander. If you think they belong here, then so do I. Чувак, я вообще хотел... Здорово. Кек 43, привет. Я как бы хотел вообще с утра стримить, а не днем. Ну, как видишь, так получилось, что у меня тут еще кое-какие дела были. Здорово. Чё как? How did you end up assigned to the Normandy? I signed up with the Alliance as a navigator right out of school, following in my grandfather's footsteps, I guess. My first posting was on the Agincourt. We were at Elysium during the Skillian Blitz. A massive fleet of alien raiders hit the colony, trying to wipe it out. They had the numbers, but their ships were no match for an Alliance frigate. It was a slaughter. We couldn't even keep track of how many ships they lost. How'd you end up on the Normandy? I got my officer's commission after Elysium. Must have made an impression on the right people. Captain asked for me when he was picking his crew. Нормально. Carry on, Presley. Yes, ma'am. Ну да. Так а чё, прям сейчас типа что ли или чё? Может попозже, часика через 3 там, не знаю, ближе к вечеру. Камер же вроде не уехал, да, еще? Он во сколько уезжает? Ну, он в магазине, он, блядь, постоянно в магазине, серьезно. Он там живет уже, по-моему, в этом магазине. Ну, типа, сейчас он в магазине, а там ближе к вечеру. Ну, реально часика через 2,5, может, через 3. Можно будет побегать.
Без проблем. А, ну зашибись тогда, вечером сходим. Commander, something you need? How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. If you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. Блять, насколько классная вот эта вот озвучка по сравнению с тем, что было в русской. Блин. Вот просто ты это слушаешь, и даже пофиг совершенно, какую вы русскую озвучку хорошей не сделаете, это лучше. Ну серьезно, это реально лучше. Интонации, акценты, блин, эмоции. I'd like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? Well, I'll tell you the same thing I told the captain. You want me as your pilot. I'm not good. I'm not even great. I am the best damn helmsman in the Alliance fleet. Top of my class in flight school, I earned that. All those commendations in my file, I earned every single one. Those weren't given to me as charity for my disease. What are you talking about? Are you sick? You mean you didn't know? Oh, crap. Okay, I've got Vrolik syndrome, brittle bone disease. The bones in my legs never develop properly. They're basically hollow, too much force and they'll shatter. Even with crutches and my leg braces, it's hard to get around. One wrong step and crack! It's very dramatic. But I've learned to manage my condition, Commander. Вообще Put я... the Normandy in my hands and I'll make her dance for you. Just don't ask me to get up and dance unless, you like the sound of snapping shin bones. Почему ты, не знаю, там какой-нибудь экзоскелет себе не сделаешь? Я думал, что вроде как это... Технологии-то позволяют. Why does everyone call you Joker? It's a lot shorter than saying Alliance Flight Lieutenant Jeff Moreau. Plus, I love to make little children laugh. I was just thinking how much you remind me of Santa Claus. Look, I didn't pick the name. One of the instructors in flight school used to bug me about never smiling. She started calling me Joker, and it stuck. Why didn't you ever smile? Hey, I worked my ass off in flight school, Commander. The world's not gonna hand you anything if you go around grinning like an idiot. By the end of the year, I was the best pilot in the academy, even better than the instructors, and everybody knew it. They'd all got their asses kicked by the sickly kid with the creaky little legs. One guess who was smiling at graduation? I need to know more about this Vrolik syndrome if I'm putting my ship in your hands. Yeah, of course you do. It's an extremely rare condition. Nobody knows exactly what causes it. Genetic, maybe. It's treatable, but there's no cure. They classify my case as moderate to severe. I was born with over a dozen fractures, hip, thighs, ankles. My bones were already breaking in the womb. 100 years ago, I wouldn't have survived past my first year. Lucky for me, modern medical science has turned me into a productive member of society. I'm not trying to make you uncomfortable. Let's talk about Whatever you something want, else. Commander. I have to go. All right, see ya. Alright, see you. Блин, классно. Тьфу, блядь, чё я несу? Какая нахуй американская? Ёбаный. Оригинальная озвучка, она действительно очень классная. Так, мы вроде как... Это... Снялись с якоря. Пойдем попробуем попиздеть с чуваками. Так. Здорово, Кэвин. Anything you need, Commander? What's your opinion on the last mission? I don't see how we could have done things any better. And we were on the scene faster than What's any... your Блять, это opinion? уже We было. were on the scene faster than Just any. trying to get a sense I've of it. wasted enough of your time for now, А, Commander. понятно. We'll talk another time. Понятно, короче. Тут диалоги не поменялись, пока мы не слетаем куда-то. Так что вниз не имеет особого смысла пилить.
Поэтому мы попилим. Куда мы попилим? Да, вот. Возобновляется скопление тауартеиды. У нас есть что-то в тауартеиды? Гамаида. Да, вот у нас есть система Спарты. Да, у нас есть система Спарты. Мы, кстати, где вообще, ядрить его в ногу? Так, Нос, Афины, Македония, Спарта. Я, блин, еще помнил, где этот. Ну, по-моему, здесь, по-моему, на Кносе. То есть в любом случае мы можем ее забрать, типа, и потом завалиться в другое этот, скопление. Арханес. Водородный гелиевый газовый гигант небольших размеров. Планета представляет собой удобный перевалочный пункт для кораблей, перевозящих переработанные материалы с Терума. Помимо сильного магнитного поля, пригодной для разрядки двигателей, на Арханесе имеется автоматизированная инфраструктура для переработки гелия-3. На многочисленных ледяных спутниках планеты расположены комплексы по добыче дейтерия. Орбитальный период 470,2 земных лет, радиус 14549 километров, продолжительность суток 16,2 земных часов. Прикольно. Прикольно, когда у тебя количество суток, блять, не 20... Ну, как количество часов в сутках не 24. Это занятно на самом деле. Хотя, наверное, не прикольно, когда их меньше. То есть, какие-то 2 часа в сутки всего длятся. Охуеть. Вот, надо высокая концентрация азота. Блин, вообще надо бы звук, наверное, ебануть чутка пониже музыки. Потому что что-то, блядь, сильно давит, по-моему. Душит, так сказать, меня. Давай на 18 сделаем. Вот, 15, короче. По-моему, и так все нормально слышно, я хрен его знает, ладно. Так. Продолжаем. Арханес. Сразу посмотрим, есть тут что в астероидах. Вот, тут нету ни шиша. Армени или Армения. Лишенная водоемов планета, необычно тонкий атмосферный слой, которого содержит криптон и ксенон. Поверхность состоит из кварца и залежей углеродистых соединений. Первый зонд, облетевший планету, зарегистрировал в районе экватора выпуклости рельефа удивительно правильной формы. В результате подробного исследования на поверхности были обнаружены миллионы аккуратных гробниц, уходящих на несколько метров под землю, оставленные давно вымершей расой космических исследователей, именуемых ЗИОФ. Представители многих университетов землян заявили желание провести археологические раскопки. Тем не менее, Совет объявил о неприкосновенности мест захоронений. Судьи пытаются разрешить вопрос уже около 10 лет. Что это за раса вообще, типа? ЗИОФ? Они вообще где-то мелькали помимо первой части? Орбитальный период 151,3 земных лет, радиус 6077 километров, продолжительность суток 57,8 земных часов, охренеть! То есть просто по 58 часов в сутки. Ё-моё. Атмосферное давление, да, температура поверхности минус 168 градусов, не, нахер, тут даже если бы 60 земных часов в сутках было, я бы туда бы не попёрся. Тяготение на поверхности 0,8 G, окей.
Закрас, лишенная водоемов планета, азотно-метановая атмосфера которой содержит следы углерода. Поверхность состоит в основном из льда и полужидкой углеродной массы. Большая часть поверхности не обладает достаточной плотностью, чтобы выдержать массу космического корабля. В случае необходимости приземления рекомендуется использовать челноки, либо держать включенным поле эффекта массы корабля. Орбитальный период 33,9 земных лет. Радиус 4572 километра, продолжительность суток 45,6 земных часов. Атмосферное давление 0,40 земного. Температурная поверхность минус 71 градусов. Тоже, блядь, ни хера прикольного. Тяготение на поверхности 0,4 G. Так. Вот. Астероид. Астероид богатый залежами железной руды. Радиус 127 километров. Обнаружил тяжелые металлы. Кстати, мы обнаружили несколько месторождений платины. Прикольно. Тут в виде астероидов точно ничего нет. Ну, типа, для удобства один хрен нужно будет это все чистить, потому что, чтобы ничего не пропустить, никаких побочек. Разведать. Вот. Процесс сканирования поля астероида, всем были обнаружены необычные данные. При близком рассмотрении штурман Пресли обнаружил обломки соларианского истребителя. Единственным ценным предметом на борту корабля был медальон Лиги Единения. Вот сбор медальонов вот этих вот и еще там кое-чего. Это типа, ну, такие тоже коллектаблс. Типа как побочный квест на коллектаблс в этой игре. Да, вот как-то так. Так, фест. Фест — небольшая лишенная водоемов планета, сохранившаяся остатки атмосферы, содержащие двуокись углерода и ксенон. Поверхность, температура на которой чрезвычайно высока, состоит в основном из серы и различных силикатов. Эта пустынная планета не представляет особого интереса. Не знаю. Ебать. 551 градус температура поверхности. Ё-моя. Да. Орбитальный период 0,3 земных лет, 4000... Ладно, нахрена я это читаю, серьезно? Типа, это, конечно, прикольно, но, блин, это занимает хера времени. Так просто вкратце буду читать, если что-то интересное будет. А так это каждое читать, это, блин, заманаешься. Так, Арханас я смотрел, да? Да, смотрел. Остался Терум. Терум — удаленная процветающая индустриальная планета. Процветающая. Что-то я там процветающего не помню, если честно. Что количество залежей металлических руд, рост факт наличия спартанских руин. Ну, короче, да, понятно, короче. Они процветающие, но тут никого нету. Типа, кроме спартанских руин, видимо. Город основания колонии 2167. Население 3-4 тысячи человек. Столица Новый Екатеринбург. Класс. Екатеринбург. ЕКБ. ЕКБ-2. 28,3 земных часов. Ну, 59 градусов еще куда не шло. Хотя пиздец, наверное, жарко. Ну, продолжительность суток побольше. Занятно. Ну, погнали, ёкарный бабай. Вот, да, впервые, я так понял, мы будем сейчас знакомиться с Мака. Возьмем с собой Эшли. Ну и Гаруса, наверное. Ачивки эти на выполнение квестов со всеми типами их все равно можно достаточно быстро пройти, поэтому такое себе. Тут уже нету вот этой херни, когда ты в классическом Mass Effect ебошил все время только с одними челиками, чтобы получить эту ачивку, ну и дополнительные плюсы. Тут сейчас главное, чтобы просто у нас были в команде челики, которые умеют взламывать штуки. Так, теперь вспоминаем, как на этом ездить.
It looks like it's coming from an underground complex a few clicks away from the drop zone. Так, вспоминаем, как на этом ездить. Пушка, пулемет, дэш, прыжок. Так, а как? А, вот, да. Понятно. Вроде все такое же стандартное, ну как было раньше. В лаву, естественно, лучше не залезать. Хотя некоторая инертность управления чувствуется. Но зато теперь начала вменяемо работать подвеска. Потому что раньше вроде как она не работала. Ой, не знаю, у меня очень громко работает игра. Очень громко. Надеюсь, на стриме она потише немножко. И никого. Процветающая планета. Ни хрена нету никого. Опа. А, вот оно. Тут херня такая, типа, куда ты поворачиваешь мышкой, туда ты и едешь, да. Ну, так как раньше было, ну, непосредственно в оригинале. То есть тут, по сути, вот эти повороты, они, конечно, влияют, но не особо сильно. Больше влияет мышь. То есть тут можно вот так вот ехать, но ты все равно поворачиваешь. Прикольно. Самое забавное, что вот управление стрельбой, оно поменялось везде. То есть теперь стрелять из мака тоже стало удобней намного. Еще вот здесь можно было типа раньше фармить на них этот экспо. Ну то есть ты когда убиваешь челиков на мака, тебе дают опыта, но не так много. Типа как должны давать за всякую тяжелую технику. Там, за турели и за все прочее. Вот если ты выйдешь из этого мака и начнешь издалека настреливать со снопы, тогда можно получить намного больше экспо. Понял. Все, что ли? This route's a no-go. They have height and cover. Маршрут безнадежный. Ну, знаешь, безнадежный — это название для корабля. Просто, знаешь. Такой, типа, яхта беда, а тут, блин, это там фрегат безнадежный просто. Ну, японский городовой. Давай разворачивайся. Да, вот немного сложно после, типа, допустим, андромедовского этого ихнего БТРчика. Опять привыкнуть к управлению с мыши. Но в какой-то степени это достаточно удобно. Тем более, что я не на самых высоких уровнях сложности играю, а на таких более простых. Ну, серьезно, ну не хочу пока я так сильно заморачиваться.
альбом. Прям влепился. Так, а как вылезать отсюда? Shields down. Вот эти вот, кстати, за разрушение щитов раньше были тоже ачивки, которые, типа, это... Ну, здесь почти все ачивки раньше давали какие-то полезные плюшки. Ну, к следующему прохождению. Обычно. В том числе и просто за уничтожение определенного количества щитов. All clear, Commander. All clear, Commander. Погнали. Вообще я не всегда сюда вот иду в первую очередь. Как бы. В данном конкретном прохождении, типа, я сюда прусь в самом начале, как только дают свободу перемещаться. That's it. Bag 'em and tag 'em. Кстати, а не понял юмора? Потрясающе. Ну, поставим сюда. Человек, как раньше. Да, застревать в текстурах здесь все еще можно. К сожалению. Ты просто буксуешь и тебе нормально. Так. Что у нас есть? О. Так, подгоним Мака чуть поближе, наверное. Где он? Вот эти вот ворота, через которые мы изначально должны были заезжать. Которые были закрыты. Вот ворота, через которые мы будем выезжать непосредственно. Так, а как выбираться? Ускорение. А, кул. Понял. Так, это просто пустотка. Вот что мне в первой не нравится, так это то, что штурмовик здесь, по сути, ну, я уже говорил это, он не обладает совершенно теми плюсами, как бы, которые у него есть во второй и третьей части в Андромеде. Ну, для чего этот класс, собственно говоря, и создавался. А минусы у него все остались. Типа. We got 'em all, Shepard. Минусы у него все абсолютно остались, и
И не пострелять нормально, потому что пистолет и дробовик тут как бы, ну, далеко не лучше. Не, они классные, безусловно, но чтобы из дробовика нормально стрелять, надо как минимум за стража играть, потому что щиты у штурмовика, ну, блять, они сосут эти щиты на самом деле. В отличие от усиленных щитов стража, где ты можешь просто вплотную к челикам подходить и ебашить их из дробовика просто или в мили. А здесь это вроде как мили класс, но, блин. Но хп, защиты у тебя ни шиша нету. Но зато во второй и в третьей части за штурмовика играть очень классно. Remember to stay hydrated. Так, кстати, вот. У нас есть снаряжение. Смотрим. На штурмовые винтовки плевать, по сути. Как и на это. Пока здесь разница минимальная. То есть ее практически нету. Вот только в каких-то конкретных моментах. Раз. Чтоб тебе... Ну, такое себе. Может, она прикольно смотрится? Ну... Не знаю, чувак, не знаю. О, давайте Мститель второй дадим. Усилителей нету, ни хера нету. Гранатомет это, кстати, важная часть геймплея. По крайней мере, там будут места, где будут сюжетные гранаты специальные на гранатомет. И им будет важно пользоваться. Или не пользоваться. Все зависит от того, как конкретно проходить игру. В принципе, можно было бы, конечно, позаморачиваться, но я особо не вижу смысла, потому что, ну, типа, по новой схеме здесь всего 30 уровней. Мы в любом случае прокачаемся до максимума, насколько я помню. Ну, так что... Так что это не так страшно, на самом деле, что мы пускаем опыт. Ну, еще можно прикольно по трупам гетов проезжать. Там у нас целая куча их резнулась. Я так понял, вот эта вот штука, которая, ну, типа рамочка, это что-то вроде автозахвата. Вот. Но он не совсем корректно работает. То есть вот я рядом делаю, она не работает. А так... Ну и да... Не знаю, может эта штука с автозахватом реально работает. Может это... Ну, это вообще не работает. Потом, когда у нас будет целая дохрена у Нигеля, в принципе, будет не страшно, что нас активно бомбят. Но сейчас, пока его мало, лучше его не тратить на всякую ерунду. Тем более, сейчас, вот, насколько я помню, будет место, где он понадобится. В этой штуке. Поэтому нужно будет переработать всякий лишний хлам, которым мы не пользуемся.
Но в целом, вот новая игра реально как-то проще. То есть вот эта система стрельбы нового образца, она решает. Здесь уже нет такой херни, что ты огребаешь от нескольких ракетчиков, даже не успевая понять, что происходит. Тут уже такого нет. Может, конечно, это, ну, и уровень сложности, все дела, но... Вообще нет. Просто сразу после цитадели ты когда летишь сюда, ну и последние 2 раза, которые я проходил, 1 раз я вот проходил тоже по той же самой схеме. Типа я тоже играл за штурмовика, тоже перся сразу сюда, и мне не совсем было комфортно. Ну вот так на изи я не мог просто расстреливать чуваков даже из мака и ловить ракеты. Типа оказуалили. Хотя не скажу, что это плохо на самом деле. Блин, вот дали бы еще возможность ракеты сбивать в воздухе, вообще охрененно было. Потому что зачастую ты видишь эту ракету, типа, но ничего, кроме как ее поймать или от нее как-то увернуться, ты не можешь. Вот здесь, кстати, в свое время можно было как-то так поставить мака, чтобы несколько типов оттуда ебануть, но... Даже, по-моему, я видел стримы, что челик умудрялся туда пролезать на мака каким-то макаром, там через скалы. Но сейчас это делать не будем. Чтоб, не дай бог, ничего не сломать. Ну и куда ты свинтил? Вон, у него, несмотря на щиты, у него уменьшается хп, это вот эффект потрошения. Честно, я бы лучше бы здесь предпочел бы какую-нибудь ударную волну там или дэш вперед. Как бы... Так, тут есть? Нет, нет, это просто закуток. Вот, тут, кстати, надо поаккуратнее, тут снайперы. Так, я запомнил снайперку более лучшим оружием, серьезно. Ну тут без нее очень некомфортно из-за вот этих вышек.
Понятно. Я не попадаю, типа, по нему или что? Да. Да, я просто по нему не попадаю. Раз, погнали. Вышли. Штурмуем. Вот вроде бы играем за биотика, откат спылов фантастически долгий. Просто фантастически долгий. Экс не разрушил. Лава. Вот это место, кстати, здесь сейчас будет. Оно в оригинале, ну, с хреновой прокачкой. Там надо было изгаляться. Сейчас, кстати, посмотрим, что у нас тут прокачано, что не прокачано. В первую очередь надо качать вот это. То есть это в любом случае. Это чтобы были диалоги нормальные. Чтобы накапливались, типа, варианты Ренегата и Парагона. Ну и, наверное, будем качать вот, ну, штурмовик, естественно, там обучение спектров. Вот. И боевую подготовку, наверное, надо, потому что она все качает и до возможности использовать среднюю броню. Потому что в этой игре, ну, типа, если бы мы играли за биотика, было похер. Типа, или за какой-то другой класс. Достаточно сильный. Это слабый класс. Это очень слабый класс. Нам здесь нужно выживать. Поэтому... Хотя вообще можно и барьер качать. Ладно, посмотрим. На что хватит, то и качай. Так. Так, все, и оставим пока этот лишний запас. Здесь у нас иммунитет. Сошли, я не думаю, что мы долго будем бегать, типа, но... Вот, разблокируем возможность тяжелой брони для нее. Каждого отряда. Так, и штурмовые винтовки. Качать мы будем только штурмовые винтовки. Пусть она с ними, собственно говоря, и бегает. Гарус у нас пока качает взломы всяческие, типа. Вот, а там дальше на что хватит, то и будем качать. Потому что... У него тут много чего нужно на самом деле прокачать еще. Ладно, пока оставим запас. С Гарусом мы будем бегать. Гарус это будет основной наш, так сказать, сопартиец, с которым мы чаще всего будем бегать.
Вот этот момент, типа, в оригинале, он, особенно на высоких уровнях сложности, это пиндос, типа, полный. Это тот самый момент, когда реально было сложно на высоких уровнях. Ну да. Потому что мака у нас нету. И нам вручную надо эту штуку ебурить. Да, здесь нет возможности уворота. Отходим. Да я в курсе, что disables. Так, где мелочь? Нормально, минута нет. Эш, золото, добей его. Отходи. Так. Музыка прикольная на этом моменте, кстати. Блин! Я вообще потерял, где он. Понял? Класс. Ага. Готов. Вот, снайперка, даже самая бестолковая совершенно снайперка, она все равно имба в этой игре. Она лютейшая имба, особенно учитывая, что здесь сейчас нету разлета. Вот этого вот фантастического разлета. Вообще я хотел с пистолета эту штуку убить. Понятно, короче. Я только что понял, что вот эта штука, она не уходит с платформы. И если раньше приходилось отступать вон туда, вон за укрытие, потому что она прижимала тебя, она проходила вот здесь, типа. И она, по сути, тебя штурмовала, а не ты ее. То сейчас она просто стоит на месте.
Да. Ну, да, это стало легче. Not in the middle of a fight! Да какой middle fight? Все, вы всех убили. Вы чё? Kill them all, так сказать. Так, тут что-нибудь есть интересное? Ничего. А, нет, не всех. Так, я вообще, кстати... Ага, вот. Надо ближний бой еще раз поменять. Я то ли сбросилось у меня управление, то ли что. Значит, нет, использовать тропу. Выстрелить в ближний бой. Вот, Николай, выше. I think we're good, Shepard. Вот, да. Think we good. Так. Сколько у нас вообще у Нигеля? Так, короче, лишнее мы просто перерабатываем к херам. Так себе. Броню только пока не трогаем. По сути, вот на высоких уровнях сложности имеет смысл там заморачиваться, там выставлять кому-то там противопехотные патроны, кому-то что-то еще. Но на всяких средних, ну вот на которых я играю, там смысла от этого особо нет. То есть, ну, это, конечно, помогает, но имеет... Короче, не имеет смысла заморачиваться, серьезно. Если только против какого-то там конкретного противника. Так. Ну, потом, конечно, самые топовые штуки мы выставим всем. Ну, вот именно тем, с кем в основном в пати бегаем. Да и, а может и вообще всем. Просто сейчас я вот в данный момент это делаю, потому что там... По-моему, там будет момент, где типа можно с помощью Нигеля себе облегчить жизнь. Не знаю, только хватит его у нас здесь или нет. Бежим в трубу. Труба. Shields down. Clear. Клеер. I've never visited a Prothean ruin before. Aside from the Citadel, I mean. Just lead the way. Ready. Ready.
Молчаливый лифт. Да. И тебе никаких новостей. Классно. Забавно. Да. Угу. Ну, это было странно, кстати. Я помню, что в некоторых моментах вот эти турельки вызывают жопа боли вообще больше, чем все остальные противники. Visited a Prothean ruin before. Aside from the Citadel, I mean. А, то есть, а на них... Понятно, на них эта штука не агрится. Да, скрипт запускается только когда ты сюда выходишь. Самое поганое, что раньше вот этот вот бросок, он гарантированно убивал дрона. Он просто швырял его в сторону, он типа терял управление и взрывался. Сейчас на бросок вообще похер. То ли я просто в него не попал, то ли они как-то механику немножко видоизменили повреждений. Лифт дальше не поедет. Ну вот почти приехал, собственно говоря. Ну, да, а у нас выбора нет. Типа нас в любом случае кидает. Слава богу, что я не слышу русскую озвучку Лиары, потому что, ну, мне хватит этого. Are you okay? What happened to you? Listen, this thing I'm in is a Prothean security device. I cannot move, so I need you to get me out of it, all right? How did you end up in there? I was exploring the ruins when the Geth showed up, so I hid in here. Can you believe that? Geth beyond the veil! Да, я могу в это I поверить. activated the tower's defenses. I knew the barrier curtains would keep them out. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please. Your mother is working with Saren. Whose side are you on? What? I am not on anybody's side. I may be Benezia's daughter, but I'm nothing like her. I have not spoken to her in years. Please, just get me out of here. We just need to figure some way past this energy field. It's a Prothean barrier curtain. I knew it would keep me safe from the Geth. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please. We'll find some way to help you.
There is a control in here that should deactivate this thing. You'll have to find some way past the barrier curtain. That's the tricky part. The defenses cannot be shut off from the outside. I don't know how you'll get in here. Be careful. There is a Krogan with the Geth. They have been trying different ways to get past the barrier. Ready. Just lead the way. Так. Гарус, не загораживайте. Так, щит. Так, что, все? В кого-то он стреляет здесь, окей. А, он снайпер. На нах. На нах. Просто леща так. Прикольно. Жалко, что целиться надо. I'm here if you need me. Так, что у нас тут есть? Упс. Скудноватый какой-то лагерь на самом деле. Ввести код. Так, посмотрим. Да, я что-то как-то запомнил это сложнее. Я почему-то думал, что тут вот можно взламывать придется, типа, с помощью уникода. Но тут как-то попроще все. Да, вот тут сейчас. Да вы, блин, издеваетесь. А где сейф-то? А, то есть я не могу засейвиться, да? Херово! Вообще очень херово. А, вот я могу выйти сюда и засейвиться здесь. Что тут будет достаточно хреновый бой. В оригинале, если вот, ну, сюда сразу пойти, без прокачки, тут вот в следующем бою на ограниченной площадке тебе вот достаточно нормально так пистолей прописывали.
Так, а что у нас есть? Да, у нас только амортизатор. У нас только амортизатор есть. Земли бросок, предел. Да, такое себе. Криозарывчатка. Вот решение отдачи и... Ну, химические патроны. Ладно, попробуем. Стоп. Я засейвлюсь. Вот так. Oh, how did you get in here? I didn't think there was any way past the barrier. We have to get you out of here before more Geth arrive. Yes, you're right. I've seen enough of them to last a lifetime. That button should shut down my containment field. Any idea how we get out of this place? There is an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. It should take us out of here. Come on. То есть ты не знаешь, что это точно, да? Ну пошли. I still cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Do you think Benezia's involved? Saren's looking for the conduit. Think fast, Miss Prothean expert. The conduit, but I don't know. What the hell was that? These ruins are not stable. That mining laser must have triggered a seismic event. We have to hurry. The whole place is caving in. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister. Aye, aye, Commander. Secure and away. ETA 8 minutes. Gonna be close, Skipper. Без какого нахрен риска, блядь. Переводчик, ты опять там, это, поролся. Да, вот, я успел засейвиться. Следовательно, скорее всего, с этого момента и можно будет начинать. Surrender. Or don't. That would be more fun. There a reason you're in my way? The same reason you're here. The Asari. Thanks for getting rid of those energy fields for us. Hand the doctor over. Whatever it is you want, you are not getting it from me. She'll stay with us, thanks. Not an option. Saren wants her. And he always gets what he wants. Kill him. Spare the Asari if you can. If not, doesn't matter. Чувак, ты охрененный исполнитель на самом деле. Так, надо чуть подождать, пока откатится скилл. Вот Крогана надо фигачить в самую последнюю очередь. Потому что у этой скотины есть режим берсерка. И, да, и он начинает бежать и охотиться прямо на тебя. Вот, я вот про это говорил, типа.
Kill him. Spare the Asari if you can. If not, Бля. Отходим. Лиара, блин, сделай что-нибудь полезное. Так, минус челик. Здесь местами ощущение, что у оператора камера куда-то в сторону сбивается. Конечно, выглядит кинематографично, все дела, но фокус почему-то не ловится. Если первая выбежала, блин. Понятно. Остальные много курят. И не умеют так быстро бегать. Too close, Commander. 10 more seconds, we would have been swimming in Грёбаный sulfur. штуцер, The что? Normandy isn't equipped to land in exploding volcanoes. They tend to fry our sensors and melt our hull. Just for future reference. We almost died out there, and your pilot is making jokes? Он тот еще остаряк. It's a coping mechanism. You'll get used to it. I see. It must be a human thing. I don't have a lot of experience dealing with your species, Commander. But I am grateful to you. Блин, она You saved милашка. my life back there. Короче, And романсик not мы just будем from the именно volcano. ее, да, Those это Geth would have не то killed чтобы me это or был dragged секрет, me off но... to Saren. What did Saren want with you? Do Ну you know да. something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. Just how old are you exactly? I hate to admit it, but I am only 106. Damn. I hope I look that good when I'm your age. A century may seem like a long time to a short-lived species like yours. But among the Asari, I am barely considered more than a child. That is why my research has not received the attention it deserves. Because of my youth, other Asari scholars tend to dismiss my theories on what happened to the Protheans. Did your research turn up anything interesting? What is interesting is what I did not turn up. There is remarkably little archaeological evidence of the Protheans, and even less that might explain why they disappeared. It is almost as if someone did not want the mystery solved. It is like someone came along after the Protheans were gone and cleansed the galaxy of clues. But here is the incredible part. According to my findings, the Protheans were not the first galactic civilization to mysteriously vanish. Да, The cycle began long спойлерить before там them. сюжет. Where'd you come up with this theory? I thought there wasn't any evidence. I have been working on this for 50 years. I have tracked down every scrap and shred of evidence. Eventually, subtle patterns start to emerge, patterns that hint at the truth. It is difficult to explain to someone else. I cannot point to one specific thing to prove my case. It is more a feeling derived from a half-century of dedicated research. But I know I'm right, and eventually I will be able to prove it. There were other civilizations before the Protheans. This cycle has repeated itself many times over. What cycle? What are you talking about?
The galaxy is built on a cycle of extinction. Блин, ну Each time a great civilization ему rises up, it is suddenly and Шепе violently очков cast не down. хватает, серьезно. Only Вот ruins были бы вот survive. эти учительские очки, The капец, Protheans rose образ up был from a бы single классный. world until their empire spanned the entire galaxy. Yet even they climbed to the top on the remains of those who came before. Their greatest achievements, the mass relays and the Citadel, are based on the technology of those who came before them. And then, like all the other forgotten civilizations throughout galactic history, the Protheans disappeared. I have dedicated my life to figuring out why. They were wiped out by a race of sentient machines, the Reapers. The Reapers? But I have never heard of. Пожинатели, твою дивизию, почему не жнецы? Переводчик, зачем? За что? Как? Блин. У меня реально ощущение, что переводчик вообще в серию не играл. Он просто переводил, сука, текст. Понимаешь? Просто переводил текст. Как можно было их назвать пожинателями? Я не понимаю. There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. My brain. Visions. Yes, that makes sense. The beacons were designed to transmit information directly into the mind of the user. Finding one that still works is extremely rare. No wonder the Geth attacked Eden Prime. The chance to acquire a working beacon, even a badly damaged one, is worth almost any risk. But the beacons were only programmed to interact with Prothean physiology. Whatever information you received would have been confused, unclear. I am amazed you were able to make sense of it at all. A lesser mind would have been utterly destroyed by the process. Не, у тебя просто крепкая башка, а не сила воли. This isn't helping us find Saren or the conduit. Of course, you're right. I am sorry, my scientific curiosity got the better of me. Unfortunately, I do not have any information that could help you find the conduit, or Saren. I don't know why Saren wanted you out of the picture, but I think we'll be a lot better off if we bring you along. Thank you, Commander. Saren might come after me again. I cannot think of anywhere safer than here on your ship. And my knowledge of the Protheans might be useful later on. And her biotics will come in handy when the fighting starts. Good to have you on the team, Liara. Thank you, Commander. I am very grateful. Oh, I am afraid I am feeling a bit lightheaded. When was the last time you ate or slept? Dr. Chakwa should take a look at you. It is probably just mental exhaustion, coupled with the shock of discovering the Protheans' true fate. I need some time to process all this. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. It will give me the chance to think things over. Are we finished here, Commander? We can talk again after you've seen the doctor. The rest of you, dismissed. Mission reports are filed, Commander. You want me to patch you through to the Council? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. We've received your report, Commander. I understand Dr. Tassoni is on the Normandy. I assume you're taking the necessary security precautions. Liara's on our side. The Geth were trying to kill her. Benezia would never allow Saren to kill her daughter. Maybe she doesn't know. Or maybe we don't know her. We never expected she could become a traitor. At least the mission was a success. Apart from the utter destruction of a major Prothean ruin. Was that really necessary, Shepard? The Geth were crawling all over those ruins. We were lucky to make it out alive. Of course, Commander. The mission must always take priority. Good luck, Commander. Remember, we are all counting on you. Конечно. Так. Угу. Так, теперь нужно попиздеть со всеми. Yes, Commander? Carry on, Yes, ma'am. I prefer gold to silver, you know, for my medal. I figured you'd recommend me for one since I pulled your boots out of the fire.
If we present you with a medal, you'll end up sitting on stage listening to politicians make speeches for a couple of hours. That's a good point. They'd probably make me shave, too. I spent the last 7 weeks working on this baby. No medal's worth that. So, Commander, why don't you tell me what you're Господи, really here? перевод. Да. I like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? You want Так, это top of уже my class было. in flight school? I earned them. I'm sorry. Okay, I've put the Да это Normandy уже in my было, hands, я and I'll make her понял. Я dance for понял. you. I have to go. All right, see ya. Так, это все уже было. Так, куда мы еще не ходили? Ну, пошли вниз. По порядку, короче, со всеми попиздим. Тут не так часто обновляются диалоги, типа, вот только после сюжетных квестов. Yes, Commander? Is there something you need? How did you end I up enlisted right up. Because Понятно, humanity короче. needs the Alliance if we want to keep expanding through the Ever think you made the wrong Sometimes I choice? think about, but there's something special Да, about это working все on уже, soldiers. это все I should go. уже Goodbye, Commander. читал. Прости. Commander, are you coming to check up on me? You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. You're in good hands. Dr. Chakwas knows what she's doing. I never properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up, I'm just glad we got there in time. so am I. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. Ой, But да I am половины not здесь like вообще Venezia. никого нет. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. Don't worry, Liara. I trust you. I know you won't let me down. It means a lot to hear you say that, Commander. Thank you. Do you know why Benezia joined up with Saren? I don't understand it. She was always outspoken about the need for the Asari to become more involved in shaping galactic events. Maybe she thought allying herself with Saren would somehow be for the greater good in the long run. At least I hope so. This hurts you, doesn't it? None of this makes any sense to me. I have not spoken to Benezia in many years, but I know her, and this was not like her. Something changed. Do you know why Так, Benezia блин, я joined up with не Saren? туда нажал. I don't understand. Извиняюсь. Maybe she thought allying herself with Saren. None of this Tell me makes about any- yourself, Liara. Me? I am afraid I am not very interesting, Commander. I spend most of my time on remote digs, unearthing mundane items buried in Всякую long-forgotten ерунду. Prothean ruins. Господи. Sounds dangerous. And lonely. Sometimes I would run afoul of indigenous life forms or stumble across a small band of mercenaries or privateers, but I was always careful. Until the Geth followed me to Artemis Tau. I never found myself in any situation my biotics could not handle. As for the solitude, well, that is one aspect that most appealed to me. Sometimes I just need to get away from other people. You don't like other people? I suppose it comes from being a matriarch's daughter. People expected me to follow in Ну, в Benezia's смысле footsteps. вождем народа? They wanted me to Патриархами become a же со leader of our временем people. становятся. Matriarchs guide Не their думаю, что followers into кто-то the future. They seek ждал the от, truth of what is типа, yet to come. от мелкой Maybe that's Азарии why I или что-то became so там такого. interested in the secrets of the past. It sounds so foolish when I say it out loud. It sounds like I became an archaeologist simply to spite Benezia. All children rebel against their parents. It's a natural part of growing up. Aha, you share the wisdom of the matriarch, Shepherd. That is exactly what Benezia said when I told her of my decision. But there was more to it than that. I felt drawn to the past. The Protheans were these wondrous, mysterious figures.
I wanted to know everything about them. That is why I find you so fascinating. You were marked by the beacon on Eden Prime. You were touched by working Prothean technology. Звучит как что-то странное. Sounds like you want to dissect me in a lab somewhere. What? No, I did not mean to insinuate. I never meant to offend you, Shepard. I only meant that you would be an interesting specimen for an in-depth study. No, that's even worse. Она милаха. В первой части она прям такая... Это... Мимими. Очень даже мимимишная. Calm down, Liara. I was only joking. Joking? Oh, by the goddess, how could I be so dense? You must think I am a complete and utter fool. Now you know why I prefer to spend my time in the field with data disks and computers. I always seem to say something embarrassing around other people. Всё, чё ты? Please, just pretend this conversation never happened. Ну, милаха. Она милаха. I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council, and we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. Плохо. Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. We still require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species and any gender. В смысле неприятно? Что? Не понимаю. Кто вообще придумал? Ладно, окей. I don't understand. Your species can mate with anyone? Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch the very depths of their minds. We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities. We then pass these traits on to our daughters. It is how we learn to grow as a species and how we develop a greater understanding of other races. Вообще, кстати, на тему физиологии Азарии и всего прочего, у фанатов дофига самых разных теорий на эту тему существует. Опять же, то есть от типа теории, на основе которой, ну, изначально примитивная Азария это была, ну, типа, просто, по сути, паразитическая раса, которая не могла размножаться, ну, типа, без каких-то других видов, по большому счету. И, ну, то есть они технически вот именно с помощью биотики брали просто от них какие-то определенные гены, типа. То есть весь вот этот ритуал, типа, это, по сути, биотический паразитизм такой своеобразный, который потом, ну, вылился, ну, не вылился, короче, типа эволюционировал, как бы. Забавная теория. Фанаты до хрена уже на эту тему спорили. Но фанатам лишь бы что-нибудь придумать, какую-то херню. Так. What happens to your partner after the union? Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long-term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. You Asari live for 1,000 years. What happens when your partner dies? Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our unions. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time we spend with them. And even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari.
I thought you always needed another species to serve as one of the parents. Think about it, Shepard. If we were not able to mate with our own species, we would have died out long before we ever mastered spaceflight and left our homeworld. Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pureblood, though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face. It is a great Вообще это не insult так, among my учитывая, что people. если, It is допустим, possible Benezia's partner одна was embarrassed by their из union. Азари She may have been обладает too генами, ashamed допустим, to publicly там, acknowledge me as соларианца their или offspring. Крогана, то есть, ну, все равно определенные гены от них, они поступают даже к чистокровному, потому что это если вот несколько десятков поколений тупо чистокровных, тогда да, тогда это деградация, а если как бы в ком-то из них есть гены другой расы, то, по идее, это, ну, как бы, это все равно передача генов, только не прямых, по сути. Maybe she wanted to meet you but couldn't. Maybe something could have happened to her. Maybe she passed away. И да, спойлеры. I hope you are. Она не погибла, и But I мы have no еще way to know пересечемся, for sure. короче, с ней. Да. Benezia never Только в spoke of третьей her части. partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised Или them не by только в herself, третьей though that is части. not Ладно, uncommon. говорить Many Asari raise their тогда уж не children буду. alone, Сильно particularly много if the спойлеров. father species is short-lived. Но с Often ее the батей мы partner will pass on пересечемся. long before the child reaches maturity. Do you know who matriarch Benezia chose as her partner? А, ну понятно, She это rarely типа... spoke of her partner. Union with our own Asari daughters and Понятно, it это мы is все possible слышали Benezia's уже. partner was many Asari raised their I should go. Goodbye, Shepard. Так, я вообще на все I темы... get the feeling you want to ask me something, Commander. I just wanted to talk. Of course, Shepard. What did you want to talk about? I should go. Да, все. Goodbye, Shepard. Goodbye, Shepard. Так, что Yes, там? Commander? Is there something you need? I should go. Goodbye, Commander. Тут ничего, Кайден. Commander, do you have a minute? I always make time for my officers. Off the record, I think there's something wrong here. This Saren is looking for records on some kind of galactic extinction, but we can't get backup from the Council? Sorry, Commander. There's writing on the wall here, but someone isn't reading it. The Council doesn't want to believe anything's wrong. I'd call it human nature, but... I hear you. It just seems like a group that's been around as long as the Council should see this coming. Да он не догадается даже к третьей части. О чем ты говоришь, чувак? And the residents don't even seem impressed by the view. Это же, блядь, нормальная практика, типа. Well, well. You're a romantic. Did you sign on for the dream, Malenko? Secure a man's future in space? Yeah, I read a lot of those books when I was a kid, where the hero goes to space to prove himself worthy of a woman he loves, or, you know, for justice. Maybe I was a romantic in the beginning, but I thought about it after brain camp. Biotic acclimation and temperance training. I'm not looking Куда for делись victory. все дефисы? Все-таки, I just куда wanna do some делись good. все дефисы? See what's out here. Sorry if I got too informal. Protocol wasn't a big focus back in Bot. Tell me about it. Biotic acclimation and temperance didn't last past the airlock. To the kids they hauled in, it was brain camp. Sorry, hauled in is unkind. We were encouraged to commit to an evaluation of our abilities, so an understanding of biotics. Да, ему не очень нравится его школа. There are worse results of accidental exposure to element 0 in the womb. Beats the brain tumors some kids grew up with. I heard all about that. How companies would arrange accidents to expose people to element 0. There was never any proof of that. It's not what happened in my case, anyway. My mother was downwind of a transport crash. It was before there were human biotics, a little after the discovery of the Martian ruins.
It only gets iffy around 63 when kinetics was running out of first-gen subjects. Until then, they'd relied on accidentals. A bunch of guys in suits show up at your door after school, and next thing you know, you're out on Jump Zero. Jump Zero is Gagarin Station, right? What's it like? Yeah, that's the official name. Biggest and farthest facility we had for decades. Right on the termination shock, the outer edge of the solar system. It's where they did all the Goose Chase FTL research before we caught on. Технический мышь тоже биотик, кстати. То есть не чистый, не адепт, но все еще биотик. You know of any intentional exposures for certain? No one knows. Doesn't mean they didn't happen. As big as the exposures were, it was hard to track down accidentals. It was different then. No one knew the potential, so there wasn't a lot of regulation. Anything kinetics did was gold. I'm not saying they intentionally detonated drives over our outposts, but in retrospect, they were damn quick on the scene. There were other kids in the same boat, right? At least you weren't alone out there. That's true. We did have a little circle that'd get together every night before lights out. We didn't have much to do, though. It was a research platform then, and kinetics kept Jump Zero off the extranet to prevent leaks. You were all teenagers. I'm sure you found other ways to occupy the time. I'm not the sort who does that kind of thing, Commander. Not lightly, anyway. There was a girl I spent a lot of time with. Well, we kept our clothes on. Rana. She was from Turkey. Her family was very rich. But she was smart. And charming as hell. Beautiful. But not stuck up about it. Like you, I guess. Нормально. Sounds like she was special to you. She was. Maybe she felt the same. But things never felt together. Training, you know. Training, you know. Okay. Jump Zero's a long way from home. What was it like? The grand gateway to humanity looks a lot better in the vids. Anyway, this was supposed to be a casual debrief, not a bull session about stuff that happened years ago. We have to depend on each other in combat. I like knowing what kind of man I have at my back. I understand, ma'am. I won't let you down. You, make a habit of getting this personal with everyone? No, I don't. We'll talk again later. Вообще со всеми. I'll need some time to process. Блять, я, кажется, что-то не то сделал, поэтому... Ну, типа, блин, тут не... В отличие от следующих частей, тут не всегда ясно, понятно, когда ты крутишь роман с чуваком или не крутишь. Как бы я не особо-то хочу с ним именно крутить роман. Кстати, я никогда роман Story с ним не отыгрывал. По мне так казалось, что играя за Фем Шепард можно и более прикольных типов типа найти. Ну вот Лиарка, например, Гарус опять же. Но с Гарусом тут нет романа. Ладно, перезагрузимся быстренько сейчас. Прокидаем диалоги, немного другой выбор. Так. Вообще, как персонаж, он достаточно интересный, чувак. Commander, do you have a minute? I always make time for my... Sorry, Commander. There's writing on the wall here. The council... And the residents don't even seem impressed by the view. Or the... Well, you're... Maybe... I'm not... Sorry if I got too informal. Tell me about it. So, there are worse results. I heard... They don't... A bunch of guys in suits show up at your door. It was... I'm not saying they intentionally... It was a sterile research. There were other... We didn't have much to do, though. It was a And you must have... There was this girl. She was... Like you, I guess. Things never felt together. Jump Zero. Anyway, this was supposed... We have to depend... You, make a habit of getting this personal with... Of course. But I don't enjoy it with everyone. But... Yeah.
Так, наша каюта. Или типа того. Погнали вниз. Нас там упали. Пойдем. Поинтересуемся. Здоров. Hello, Shepard. Are you okay? I don't know. Your ship is amazing, and your crew's been really great to me, especially your chief engineer. But I just sort of feel out of place. The Normandy runs so smooth, it feels like we're not even moving. And the engines are so quiet. How do you sleep at night? The silence wakes you up? Back on the flotilla, the last thing you want to hear is silence. It means an engine's died or an air filter shut down. I guess you don't have to worry about that here. But old habits die hard. But it's more than just a silence. This ship feels so empty. It's like half the crew is missing. Back home, I couldn't wait to go on my pilgrimage. I couldn't wait to get away from the crowds. Это всегда так. Now that I'm out here, I kind of miss them. Sometimes we don't appreciate what we have till it's gone. That's true. I'm starting to wonder if that's what the pilgrimage is really about. It's given me a whole new perspective on my people and our culture. You know, there's always a few who go on their pilgrimages and never return. I always assumed something bad happened to them, but maybe they just wanted a different life. I want to know more about the pilgrimage. When my people Так, это мы уже This is слышали, presented да? as a gift to the captain of the respect. Да, это мы уже слышали. Virtually every pilgrimage I want and to talk about like what? I want to know more about. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into exile. All I know is the story of their origins, what they were when we created them, and how they turned on us. Interesting. The Geth were originally created to serve as an automated manual labor force. Initially, their intelligence was as limited as any VI. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and complex tasks, bringing them closer and closer to true AI status. How come the council didn't step in and stop you? This wasn't true AI research. We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that Естественно, was то есть вы actually сперва illegal. создали херню, которая была настоящим ИИ, а потом, когда этот настоящий ИИ осознал, что, ну, как бы у него есть разумное сознание, вы попытались его уничтожить. Классно. A million Geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. So the Geth share brain power? Many of the Geth's logic systems were designed to work in concert with other nearby Geth. Basically, the more of them you have in a group, the smarter they are. So there's some sort of... But when they're in close proximity... What made them rebel? As we built more and more Geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a Geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? What is my purpose? As you can imagine, this caused a near panic among my people. I don't see what's so bad about those questions. The Geth were created to engage in mundane, repetitive, or dangerous manual labor. That's fine for machines, but it won't satisfy a sentient being for long. The Geth were showing signs of rudimentary self-awareness and independent thought. If the Geth were intelligent, then we were essentially using them as slaves. It was inevitable the newly sentient Geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against us, so we acted first.
A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all Geth. The Geth responded to this order violently. А чего вы ожидали, ёптать? You didn't really think they'd just let you destroy them without a fight, did you? The hope was that most of the Geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. But they had progressed much further than anyone anticipated. The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, we were forced to Ничего flee не our хочу own сказать, homeworld. но вы как бы We сами не... feared the Geth would pursue us, but they never came beyond the veil. Now we drift through space, exile, searching for a way to reclaim what was once ours. Ну, это, конечно. It's hard to feel sorry for you. Your ancestors tried to wipe out another species. We made a mistake when we created the Geth in the first place, but we did not make a mistake when we went to war against them. If we had not acted, they would have wiped us out. They're a synthetic life form. They have no use for organics. None. Why do you think they cut themselves off from the rest of the galaxy? Why do you think they've killed every organic being who's ever tried to contact them? They didn't kill Saren. What does that tell you? The Geth are not innocent victims in all this. They're the enemy. They want to destroy us. Not just the Quarians. All organic life. That's why they've joined up with Saren. I should go. See you later. Commander, how are you? Why did you want to be a C-Sec officer in the first place? That's a good question. There were several reasons, I guess. Like what? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people. Сражаться с I guess my несправедливостью. father had Бэтмен. something to do with it too. He was Турианский one Бэтмен. of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. That's tough. But you'd think he'd be impressed you're going after Saren. My father's a C-Sec man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. You were asked to be a Spectre. Well, I was targeted as a possible Spectre candidate. Me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. I suppose I can understand his concern. You can. But Saren's not going to play by our rules, C-Sec's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. Just because you can break the rules doesn't mean you should. I don't need to stoop to Saren's level to stop him. And neither do you, Garrus. I see what you mean, but I'll think about it. Thanks, Commander. Да, что-то мы плавно в Парагона скатываемся на самом деле. Looking for supplies? No problem. Keep checking back. Так. Commander? What's your opinion of the last mission? Not sure I buy Dr. Tassoni's story about her and her mom not talking. They're family, right? I think she's being straight with us. Or at least I don't think she lies very often. Yeah, she's probably really bad at it. Hey, want me to ask her about her sex life? Might be illuminating. I don't think she's used to teasing, good-natured or otherwise. No fun, Commander. Too bad those ruins got destroyed. I mean, they lasted thousands of years. That's impressive. Do you have a few minutes to talk? Sure. I was hoping to get a minute of your time. Off the record. I keep an open-door policy. If you have any concerns, lay them on me. All right. I know things are different aboard the Normandy, but I'm concerned about the aliens, Vicarian and Rex. With all due respect, Commander, should they have full access to the ship? They may not serve the Alliance, Chief, but they're allies. At least as far as Saren goes.
This is the most advanced ship in the Alliance Navy. I don't think we should give them free rein to poke around the vital systems. Engines, sensors, weapons. You don't trust the Alliance's allies? I'm not sure I'd call the Council races allies. We, humanity, I mean, have to learn to rely on ourselves. Standing up for ourselves doesn't mean standing alone. I don't think we should turn down allies. I just think we shouldn't bet everything on them staying allies. As noble as the council members seem now, if their backs are against the wall, they'll abandon us. You got a pessimistic view of the universe, Williams. A pessimist is what an optimist calls a realist. Look, if you're fighting a bear and the only way for you to survive is to sick your dog on it and run, you'll do it. As much as you love your dog, it isn't human. It's not racism. Нет, это он как раз. Это как раз он, Эшли. Это вот именно он. These seem like deeply held beliefs, Williams. What made you think this way? My family's defended the Alliance since it was founded. My father, grandfather, great-grandmother, they all picked up a rifle and swore the oath of service. Стоп. То есть они перевели... Они последнее перевели, что ли, неправильно. Окей. It doesn't sound like you've worked with aliens before. No, ma'am. Mainly I've been groundside, part of the surface garrison forces. I did get a rotation on a space station for training. Every Marine a rifleman, every rifleman ZG certified. That's odd. Your record is spotless and your technical scores are exemplary. You should be serving with the fleet. Anyway, that's why I haven't served with many aliens, Commander. I never knew my family. Grew up an orphan on Earth. Anybody... Couldn't say, Commander. So why are you out here? Just trying to get away from Earth? Да хрен бы его. No. The future of humanity is out here. There's so much we haven't seen yet. Yeah. I still remember my first field exercise on Titan. When we hit mud, the reality hit me. I'm the first person who ever stood here. Then my drill instructor kicked me in the ass. I went face first into the muck. He spent the next 5 minutes chewing me out for gold bricking. Don't tell me you had Gunny Ellison. He's the only one who uses that word to describe shirking duty. Oh lord, you went to the Macapog boot camp too? Yeah, Gunny Ellison's still reaming out recruits down there. Kicking ass and using words like inveigle and pusillanimous. Вот подобные мелкие моменты, вот, то типа как бы, они, блядь, они прикольные, типа. То есть, когда ты определенный вот этот выбираешь предысторию, и это ведет к получению каких-то диалогов вот именно у определенных персонажей, это круто. Это очень круто, и в свое время я прям, прям был очень сильно впечатлен вот этой штукой, потому что в других играх я такого еще не видел на тот момент. Alright, I can see where your concerns are coming from, Williams, but this is a multilateral mission. You're gonna have to work with aliens, like it or not. It won't be a problem, Commander. You say jump, I say how high. You tell me to kiss a Turian, I'll ask which cheek. Вот здесь, в моменте, если бы мы играли за мужика, здесь можно было, ну, типа, первый флирт, по сути. I don't think kissing Turians will be necessary. You never know, Commander. Dismissed. Ma'am. Rex. So, we've got Saren on the run. It won't be long now. Saren's good, but I'm better. Good? He's rotten. To the core. I could tell as soon as I met him. Why didn't you tell me this sooner? I would have if I thought it was important. I think I'd like to hear about it just the same. This was a while ago. A bunch of mercs were bragging about a job out near the edges of the terminus systems. They said it paid well and the boss was never around to ride them. They said he was looking for more men, too. So I checked it out.
I didn't know Saren was openly recruiting mercs. It wasn't that open, and he only showed his face once. We'd been raiding ships in the area for months when we took out this massive cargo freighter. Our biggest haul yet. I was on board checking bodies for valuables, looking for some extra credits. That's when I saw him. What did Saren want with the ship? I don't know what he wanted. He was just moving through the ship, watching. Couple of the mercs called him by name, but he never spoke to them. Never spoke to anyone. I had a really bad feeling about him, so I got the hell out. Didn't even wait to get paid. What kind of cargo was the freighter carrying? What was Saren after? I don't know. All I saw on that ship was food and medical supplies. There were some basic weapons, but nothing big. If there was anything of value on that ship, I didn't see it. That's why I didn't mention it sooner. Whose ship was it? There was a Volus trading vessel. Big one. Lots of guards. But they were no match for us. That's the only time you saw him? Yeah. Didn't even know who he was. Still wouldn't if I hadn't joined up with you. But my instincts were right. Every other merc on that mission turned up dead within a week. Every damn one. So long, Rex. Shepard. Рекс. Шепард. Рекс. Так. Шепард Рекс. Угу. У нас есть во что лярку переодеть? Ну, это получше. Чутка. Отряд. А, понятно. Выбор отряда. Здесь типа невозможно. Так, тут ничего нет. Погнали, короче, побочки вот здесь посмотрим. Все, до каких можем сейчас дотянуться. Контрольная панель. А, вот это в смысле вот это контрольная. Так, сделаем нормальный сейф. Ну, Спарта, фильм, да, не, ну погнали к Спарту, короче. Message coming in. Patching it through. Commander Shepard, my name is Nasana Dantius. I have a job for you. I can't say any more in an unsecured communication. If you're interested in hearing my offer, meet me on the Citadel so we can talk in person. I'll be waiting in the Diplomat's Lounge on the Presidium. Насана. Ну, это та, которая... Ну, вы поняли, короче. Так.
Исаак удалена планета небольших размеров, сохранившая остатки атмосферы, содержащие метан и аргон. Поверхность состоит из льда и кальция. Сейчас легких металлов. Во время кампании по уничтожению пиратов, который Альянс проводил в 2160 году на Альсиге, во время разрядки двигателей был обнаружен батарианец по имени Ранпера, управлявший фрегатом Тонерон. Требования крейсера сдаться Ранпера ответил отказом. Тонерон был уничтожен при попытке взлета. Обломок корабля разбросал по всему южному полушарию. Окей. Луту они нашли. Он Тамалька, крупный водородно-гелиевый газовый гигант, атмосфера которого содержит следы хлора и серы. Сильная гравитация является причиной притяжения большого количества астероидов из внешнего пояса, которые проходят орбиты Альтаи и Эдела и останавливаются во внутреннем поясе. Конструкция, конечно, предложение. Вокруг Антамальки встречаются сотни притянутых спутников. Большинство из них существует не более нескольких тысяч лет, затем они либо выбрасываются за пределы орбиты, либо притягиваются, попадают в атмосферу, либо разрываются на части приливной силы и становятся частью огромных колец газового гиганта. Попытки пролететь через это хаотическое поле как минимум опасны. Корабли, не имеющие кинетических барьеров военного класса, вряд ли смогут избежать гибельного столкновения. Точно нету ни хрена. Летая, необычно крупная, лишенная водоемов планета, сохранившая остатки атмосферы, содержащая метан и аммиак. Поверхность покрыта льдом, и снова представляет собой песчаник. Что ж такое? И другие остаточные горные породы. Встречаются залежи железной руды и хлориды. Остаточный состав поверхностной коры позволяет сделать вывод, что Альтая когда-то обладала атмосферой достаточной толщины, чтобы удержать жидкость на поверхности. Данные о том, что за катастрофа стала причиной исчезновения атмосферы и оледенения планеты, отсутствуют. Commander, I'm picking up a signal from the planet's surface. It looks like an automated distress beacon. Вот. Мы сейчас сюда еще припремся, типа, но остальное сейчас задетектим. Это лишенная водоемов планета. Чего они все здесь лишенные водоемов планеты? Что здесь, бляха-муха, произошло такого? Атмосфера которая состоит из двуокиси углерода и азота. Поверхность дома покрыта пустынями силикатного песка. Лишь в нескольких местах пейзаж нарушают горы вулканического происхождения, являясь укрытием от резкого, наполненного пылью ветра. Орбита Эдола кишит обломками, возникших в результате гравитационной активности газового гиганта Антамалька. Ну вот это его сосед. Без частых падений метеоритов изучение планеты представляет опасность. Ну, а -1 градус по Цельсию нормальные. Мы сейчас припремся сюда. Дайте протеантовский диск с данными. Карликовая Дреманрия, о господи, это боже ты мой. Карликовая планета, недра которой состоят из магниевых силикатов и залежи алюминия. Поверхность покрыта большими пластами темной базальтовой лавы древнего происхождения. Возможно, это является признаком того, что планета образовалась в результате столкновения с другим телом в системе. На Дреманрии отсутствует магнитное поле, поэтому корабли не могут разъезжать двигатели с планеты. С орбиты, то есть. При этом незначительная сила притяжения на планете позволяет осуществлять прямую посадку даже таких кораблей, как крейсеры. Ну, мы туда все равно не полетим. Мы полетим на Эдол. Так, Лиара.
и Гарус. Вот сейчас самая долгая часть, вот, ну типа зачистка подобных планет, где ты просто чистишь реально планету, то есть ты ездишь, и, вот стелиться мне, ачивочку дарю. Ты ездишь и пытаешься найти хоть что-то на этой планете, ну помимо вот этих меток, здесь же еще другие всякие штуки есть. Поэтому ты просто все это зачищаешь. Ну, сейчас мы по меткам проедемся. И ищешь всяческие штуки, раскиданные на этой планете. Здрасте. И это скотина. Вот этой штуки, кстати, раньше не было. Ну вылезай, мудак. Блять, молотильщик вообще по-другому стал работать. Механика работы поменялась. Да, 15 у Нигеля. Ладно, плевать. Не-не-не, какой нахрен вернулся на нормальный? These are Alliance soldiers. It appears they were lured here by the distress beacon. Looks like these men were under Admiral Kahoku's command. He'd want to know what happened here. Ready. Just lead the way. Так.
Ага, вот, сейчас пройдемся вот здесь, вот по этой части. Может, что-то задетектим необычное. Опять же, самое долгое в этой игре это реально вот эта зачистка типа всей карты. Конечно, это можно ничего не делать, но там побочки, прокачка, все дела. Нахождение всяких коллектаблсов. Вот, ну, типа, ты когда мимо проезжаешь, он в определенной зоне сканирует, типа, карту. И если там что-то есть, он это находит. Вот как, например, здесь. Сейчас вот в данный момент мы видим, что нашлась херня. Это ресурсы, скорее всего, просто обычные ресурсы. Паузи, паузи. Вперед. Вперед. Ё-моё, по каким только поверхностям эта штука не может ездить. Упс. А, просто надо было подождать. Рождение Полония. Вот. Давай. Так. В целом, да, это не самый увлекательный, конечно, геймплей, но иногда вот вместо этих там месторождения руды можно встретить какой-нибудь небольшой квест. Или, не знаю, там, пасхалку. Ну, если так посмотреть, их на самом деле не так уж и много. Просто очень много времени уходит на то, чтобы их найти. Зачастую. Ну, это еще мелкая планета. Она достаточно маленькая. Тяжелый металл. Так, а мы там были? Да или нет? Нет, по-моему, мы там не были. Или это... Не, по-моему, это не то место, где был молотильщик. Или то? Да не, ни хрена. Шо ты тут дымишь, родной? Что ты тут делаешь? Просто так тут поставлю, что ли? Ну, центр мы вроде здесь посмотрели, пошли, вот, да, правильно. Едем вон туда.
Соседнее село. Человек, кстати, несмотря на то, что ну вот кому-то сам вот этот геймплей не особо нравится, но как минимум уже после знакомства с этой серией я неоднократно натыкался на чуваков, которым нравится такой геймплей, ну типа они вот именно исследования, все дела. Я даже помню момент, когда я еще на монтаже работал в охранно-пожарной сигнализации, мы делали какие-то общаги, я уже не помню какого университета, короче. Ну и там, соответственно, то есть там мы, по сути дела, бывали практически в каждой комнате, где надо было устанавливать эти датчики дымовые. И я реально помню момент, что мы с напарником заходим, типа, в комнату, все дела. И там сидят челы, и на двух разных компах они играют в первый Mass Effect. И типа, ну, один там что-то проходил по квестам, а второй вот как раз занимался тем, что типа отвлекся от основных квестов и просто тупо летал, короче, по планетам, и вот на Мака ездил, все это исследовал, как бы. Все вот время, пока мы устанавливали датчики, он вот как раз этим и занимался. Вот, это у нас уже что-то интересней. Moving out. Вот, на самом деле можно вот так вот, ну, это все брать. А можно с помощью унигеля все это взламывать? Иногда здесь просто штуки, иногда вот какой-нибудь коллектаблс, типа там соларианского жетона или прочей херни. Вот у нас еще. Ну, судя по всему, это последнее, может тут еще будет какая-нибудь руда. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, аномалия это последнее, что тут есть. Ну, в любом случае проверим. Причина, когда оказался здесь, невозможно. Ну, жетон нашли, ладно. Чё. Так, да, вот он. Тупик. Конец карты. Да, Мака это, конечно, такая херня, которая вообще практически по любой поверхности едет. Ну, именно вот в первой части. Хотя в Андромеде эта штука, по-моему, по-другому называлась. Так, да, здесь я уже был. Вроде все.
Ну тут зачастую не видно на самом деле, где ты что открыл. Тут нет такой херни, что ты заходишь типа в описание системы, и там написано там 100% всего изучено или там 75%. Это зачастую немножко усложняет тебе геймплейные моменты какие-то в плане зачистки штук. Да, вроде все. Вот здесь сейчас еще посмотрю. Да, все. Остальное я уже... Ну, как бы, да, все. Можно возвращаться на Нормандию. Блин. Да что ж такое-то? Кашель долбаный. Такс. Так, вот он, британский артефакт. Ну, на цитадель мы попремся, безусловно, но попозже. Вот, здесь количество всего, что мы нашли. И, насколько я помню, здесь их больше, чем надо, типа, для квеста. То есть их просто больше самой этой фигни. Так. Так, вот у нас есть Македония и Афина. Мы еще там не были. Шардзилла, блин. Ладно. Аргелуза. Аргелуза — водородно-гелевый газовый гигант, в атмосфере которого изобилуют углеводороды. И все. О. Титан. Чрезвычайно недружелюбные для людей, подходит для заселения волос, холодные токсичные моря. Ну да. Так, что у нас? Поролон. Как поролон практически. Огромного лишенного вдоев планета, в 1,5 раза больше Земли, несмотря на толстый атмосферный слой ввиду слабой активности красного карлика Македонии, температура на поверхности чрезвычайно низкая. Поверхностная кора состоит в основном из кварца. Встречаются крупные... Что ж это такое-то, а? Что же я когда что-то говорю, меня зевать тянет. Даже с учетом высокой гравитации, разработка этих месторождений может оказаться выгодной. Вот, это на записи матриарха. Вау. Прикольно. Так, вот Шардзилла, по-моему, это штука для приземлений, да? Да. Вот этот плотный слой, организм, дышащий не очень, в местах стоит пешее движение вне, да, не рекомендуется. А что это у нас такое? Типа... Туда имеет смысл до квеста лететь или нет? Давай пока не будем, короче. То есть сейчас вот
зачистим это все, слетаем на цитадель быстренько. Посмотрим, может туда нам как раз попасть надо потом. Тут просто есть несколько мест, которые лучше после квеста летать. Раз. Тропический зонд. Ладно, можно я не буду все это читать? Типа... Эмблема колонии Магна, Турианская эмблема, Соларианская эмблема. Типа нету ни хрена тут. Понятно, ничего нет. Браты. Тут вообще точек для приземления нету. Так что... Так, а что у нас есть? Ну там Артемиды, Македония. Посмотрим. Да, коллектаблс, тут вагоны, малая тележка, конечно. Слушай, а давай я сразу слетаю. Пофиг. Уровень опасности 1. Ну вот это как бы при вылезании непосредственно из нашего пепелаца. Чем выше уровень опасности, тем больше у нас типа, ну, там, тем меньше мы можем находиться непосредственно без нашего транспортного средства. Так, давай я просто надо вот начнем вот отсюда и сделаем круг вот такой вот. Или просто вот так рядками. Чтобы ничего не пропустить. Как правило, проще всего находишь угол типа, и вот типа полосами такими проезжаешь, смотришь, что где лежит. Ну вот тут вот, например, в самой жопе, в самом углу, вот хрен догадаешься, что он там есть, если либо специально к нему не ехать, либо просто не зачищать все целенаправленно.
давай, ползи, родной, ползи. Ладно. Вот заныкался-то. Ну вот, собственно говоря, видишь, уровень опасности ползет. Когда он-то ползет, нас начнет коцать. Ну, вылези ты, слезь ты. Хватит ебать эту херню. Слезай. Понятно, короче. Вот. Так, в какую сторону мы двигаемся? Вроде вот сюда. Не, нам в другую надо. Да, нам вот сюда надо. Собственно, на карте все равно все отметится, когда если мы рядом проедем. Эта штука валяется. Ну это просто штука. Это просто типа элемент левела. Матриарх. Ready. Кстати, при непосредственно выполнении, вот, по крайней мере, если ты выполнял вот этот квест с поиском всех ресурсов в первой части игры, да что ж ты будешь делать? При переносе сейвов во вторую часть тебе давали какое-то количество ресурсов, типа, ну, в счет выполнения этого квеста, типа в самом начале. По поводу всяких соларианских жетонов и прочие collectibles, я, если честно, не особо помню, что там типа плюсом было. Но в любом случае выполнять мы будем все. Хотя это достаточно муторная херня. Так же, как и, конечно же, поиск ресурсов типа во втором Mass Effect, но его я не факт, что буду вообще на стрим делать. Может, я просто это буду делать оф-стрим. Потому что, ну, это прям совсем какое-то издевательство над людьми, которые, возможно, будут это смотреть. Потому что там все это занимает намного больше времени и, ну, скажем так, более упоротая. Серьезно, то есть ты бежишь на долбаную машину. Ладно, был бы ты к Рогану, другой разговор. Турианец, нахрена это делает?
Ну, мы не будем здесь отвлекаться, чтобы типа убивать их пешком. Это просто долго. Я думаю, опыта нам в любом случае хватит. Если что, можно где-нибудь в конце, ближе к финалу. Там будут места типа с кучей гетов, которых мы будем убивать на мака. Можно просто вылезти оттуда типа и убивать их так. Что мы делаем? Да, хп у вас, конечно, мало осталось. На нах. Не, ну это прикольно. Медик! Да, по-моему, это вот как раз квест на Саны, который мы еще не взяли. Это вот как раз он. Фига, уже 4-й уровень. Типа. Штук. А, блин. Что-то не прет у меня. Вот, да, нормально. Доказательства. Ну, нормально. Да, это как раз ее квест.
Так, здесь все зачищено. Что у нас еще здесь осталось? Да, вот обломки у нас остались. Мы сейчас пройдем вот здесь. Да, мы вот так вот проедем. На того угла. Нет, я все понимаю, но какая же, блин, долбаная гравитация должна быть сейчас внутри этого транспорта, типа. Как же там всех колбасит, а? От такой езды. Я понимаю, откуда взялись эти мемы, блин, про то, как Шепард управляет Мака. Штука. Heading to position. Вот просто обычная переработка. Да, блин. Вот так. Все, что ли? Ну, нет, тут по-любому где-то что-то еще должно быть. Так, я правильно еду? Вроде правильно, да. Надо еще раз внимательно прочитать. Вот, теперь я надеюсь, понятно, по какой причине я так никогда и не закончил Skyrim. Потому что, ну, ты вроде начинаешь делать какие-то квесты, идешь по дороге, там, от одного квеста к другому, натыкаешься на какую-то пещеру с какой-то хренью, и все, следующий момент, когда ты очухиваешься, это прошло часа 4, ты вообще просто совершенно в другой стороне просто от тех мест, где ты брал квесты, где тебе надо их выполнять. У тебя целая куча лута, у тебя целая куча других квестов мелких, непонятных. И ты такой, бля, я 4 часа уже непонятно что делаю, и так как бы не закончил то, что планировал. Поэтому, ну... У меня всегда очень сложно с играми с открытым миром в этом плане, потому что если я вижу что-то интересное, когда я типа мимо прохожу, то я на это отвлекаюсь и все, как бы и пиши пропало. Так, в целом, по идее, наверное, уже все здесь открыто. Сейчас вот на центр я еще съезжу. Посмотрю, что там. Блин, какой-то штурмовик уже на самом деле один. ММП.
Зато потом уже в подобные места можно, типа, как не возвращаться, потому что мы там уже были, все дела. Ну, конечно, в некоторые все равно придется по квесту возвращаться. Ну, или если как это частенько бывает, там одну какую-то запчасть мы просрем где-то на планетах. И потом будем просто ездить, пытаться дотянуться вообще до... хоть до чего-нибудь, что мы пропустили, и понять, где это все лежит. Ладно, вроде все. Можно слетать на цитадель. Да, у нас Тауэр Артемиды вся. Так. Нам надо к адмиралу Тахуку. Может, тут еще какие-то квесты появились. Вперед! Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. О, нас уже встречают. Rear Admiral Mihailovic, 5th Fleet. Commander Shepard, SSV Normandy. You don't know who I am, do you, Commander? I command the 63rd Scout Flotilla. You and the Normandy were slated for my unit after shakedown. Then the Council got their paws, claws, tentacles, whatever. They got them on our ship and you. I wasn't keen on it either, but there are advantages to being above the law. Don't let the title go to your head. No one's above the law. I don't begrudge the politician's decision to throw you to the Council. It's an opportunity. I do begrudge this over-designed piece of tin, though. Слышь, не критикуй мой корабль. Да, нам нужны очки ренегата. This ship has saved our lives a dozen times over. An exaggeration. I've read your reports. This experiment diverted billions from our appropriations bills. Ну хрена тебе тяжелый крейсер. But no, we had to make nice to the Turians, throw money in a co-developed boondoggle. I'm here to make an inspection, Commander. Normandy is an Alliance warship. I intend to see she's up to snuff. Normandy is an Alliance warship, but she's on loan to the Citadel. That means she's not in your chain of command. I believe there's something wrong with my ears. Did you just contradict me? Ладно, я засейвился, типа, я попробую. Как бы. За чистого ренегата я никогда не играл, ну как бы, чё, но как минимум сейчас можно попытаться, типа, его осадить. This ship is Council property right now, so respectfully, please clear the gangway. Have it your way, Commander, but expect me to file a report on this. Герповер в магазине, так он чё, он, это, позвонил бы ему. Понятно, короче. Нам особо ничего и не дали за это дело, да?
Ладно, переиграем. Ну, третий час нету. Пробки, может, чувак. Может быть, пробки. Rear Admiral Mihailovic, Fifth Fleet. Commander Shepard. Так, I command the я 63rd буду Scout Flotilla. скипать You and the некоторые Normandy диалоги, were slated for my unit которые after уже and the Council got their paws, claws, tentacles, whatever. They got them on I our wasn't ship. keen on it either, but there are advantages to being above the law. Don't let the title go to your head. No one's above Ну, the может, law. еще I don't куда-то begrudge the зашел. politician's decision to throw you to the Council. It's an opportunity. I do begrudge this Напиши в overdesigned Телеграме. piece of tin, though. Может, ответит. This ship is safe. This, but I'm here to make an inspection, Commander. Normandy We'd is be an honored to show her to you. Wait here. I won't be long. Commander, I'm not happy. Sounds like a fairly common situation. Commander, I suggest you secure your mouth. It's going to get you in trouble. Who designed that CIC? Putting the commander aft of everyone else is inefficient. What if he needs to discuss with the operators toward the bow? There are no amateurs on this crew. They know to keep idle chatter minimized during combat. And I can bellow with the best DIs. A fair point. I suppose the design has no chance of becoming standard. No need to worry about a generation of recruits learning things bass-ackwards. I had to shake my head at that drive core of yours. 120 billion credits of element 0 to make this thing able to move without giving itself away. You realize we could make drive cores for 12,000 fighters with that А money? какой смысл от What good is it to 12 hide for a тысяч few hours истребителей? anyway? Useless. Men of limited vision said the same thing about early aircraft, submarines, and tanks. There's two ways I could take that, Commander, but that is true. I suppose the early U-boats weren't much better. And we need to talk about your crew, Commander. Krogan? Asari? Turians? What are Они you вообще thinking, у меня Commander? за спиной You стоят, can't если allow что. alien nationals free access to Alliance equipment? I'm Normandy's commanding officer. The regs state I have the authority to say who does and doesn't come aboard. If you disagree, send a complaint up the chain of command. Sophistry, Commander. You know I'm right. You want them on board that bad? Fine. Don't quote regs at me. А чё ж You ты have мне anything его else to say, зачитываешь, Commander? а? Any other justifications for the state of this vessel? None, sir. Very well. I don't agree with any of this, but your reasons seem sound. I'll be submitting a report to the Joint Да, Military к сожалению, Council. типа, It would not be у нас не настолько as negative прокачан as еще I уровень, planned. Good hunting, Commander Shepard. Make us proud. чтобы выбирать последнее древо диалогов, но хрен с ним. Погоди, и мне ничего не дали за это. Японский городовой. Ладно, я понял, короче. Я просто с ним не буду говорить, значит. Потому что обычно за полное, типа, выполнение штук тебе дают какие-то очки, там, диалог. Вот. Парагона, Ренегата. Здесь ни хрена не дают. Дурдом. Так. От физического урона. Физический урон-то мне на легкой броне на какой без? О, прикольненько. Так, Скорпион. Ну, бегай в этой. Тут тоже нормально, кстати. Так, ну с напоем в основном не пользуется, он из этой штуки стреляет, так что пусть пока с ней бегает. На пол лучше мы сами возьмем. Все равно местами есть моменты, когда снайперка прям очень нужна. Так, просто не будем с ним говорить. Что хотел сказать?
Seeing the wards stretching out before you really makes you appreciate the Citadel as a true wonder of Prothean engineering. В целом, вообще может быть, конечно, не знаю, не так понятно человеку, который будет это смотреть, что я текст не зачитываю, типа. Но тут и так субтитры и так есть на экране, по сути. Ну, дублировать их, не знаю, наверное, не имеет смысла, если бы это было без озвучки, хотя бы английской. Тогда другой разговор, а так... Да твою налево. Понятно, то есть ты в любом случае. I don't begrudge the politicians. I'm here to make an inspection. Normandy. А, вот, да, можно получить сразу отступника. Блин, как избежать этого диалога-то чертового с ним? Телепорта здесь нет. The Normandy combines the best of Alliance technology and Turian engineering. It shows what we're capable of if we work together. Так, может как-то можно его обойти? Мы тихо крадемся. Нет. Rear Admiral Mihailovic, 5th Fleet. You don't know who? I come, and the Council got their paws, claws, tentacles. I wasn't. I don't begrudge the politicians' decision. This ship is. But I'm here to make an inspection, Commander. I'm sure you'll find everything in order, Admiral. I'll wait here. I won't be long. Commander, I'm not happy. Sounds like a fairly common situation. Commander, I suggest you secure your mouth. It's going to get you in trouble. Who designed that CIC? Putting the commander aft of everyone else. There are no amateurs a fair on this. point. You realize we could. Men of limited. And what are you thinking? I'm Normandy. You have anything else to say, Commander? Any other justification? None, sir. I'll be submitting a. Харен. Я получил только. Что ж такое-то? Да, эту штуку нельзя. Да что и хрен с ним на самом деле. С этими очками. С такой мелочью. Потом еще будут штуки, где можно набрать и парагона, и ренегата. Даже если к концу игры мы не дотянем все это типа до максимума, ну пофиг, если честно. Совершенно пофиг. Тут это не настолько сильно влияет на какие-то вещи. In other news, Exogeny Corp is still denying reports that one of their survey teams has gone missing in the Hades Gamma Cluster. When asked why communication with the survey team was suddenly cut off last week, company officials refused to comment. Ай, Калиса. Так, ну да, еще и... Вот. Здорово. Commander Shepard? Khalees been seen in Al-Jalani, Westerland News. Would you answer a few questions for our viewers? What sort of questions? People back home have heard a lot of wild stories about you, Commander. I can give you the chance to set the record straight. What do you say? Блин, конечно, ну типа, я когда по полуренегатом играл или ренегатом, я и морду бил, серьезно. То есть каждый раз, но, блин. Ладно. What do you want to know? You've been given a unique position to represent our race. People want to get a sense of how you'll do that. Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? We all know it should have happened years ago. I hope the Council realizes that we won't sit at the kids' table forever. Some believe that without firm action on our part, the Council will continue to treat us like poor relations.
Have you encountered any situations where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? I think they know not to ask me to work against my own people. I think our viewers will be glad to hear that, Commander. You've been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you'd like to say about it? The Normandy is a triumph of human engineering. Like our development of fighter carriers, it shows other races that were able to think outside the box. That's gratifying. Many defeatist officers claim that the Alliance can't compete with the naval power of, say, the Turians. Do you think it was appropriate to hand Earth's most advanced warship over to the Citadel? Miss Al-Jalani, I wear the Alliance uniform, and if you think anyone other than me says where the Normandy can go, you're sadly mistaken. No offense intended, Commander. I'm sure you have to follow the orders of your superiors. Of course, now your superiors are aliens. One last question, Commander. Rumors back home say you're tracking a rogue specter named Saren. Do you have any comment on that? I'm afraid I can't comment on whatever my current assignment may or may not be. Don't worry, we'll find out. The eyes of Earth are on you. Ну, типа, пока что в морду бить ей не за что на самом деле. В отличие от вот от второй части. Ну-ка, ладно, хорошо. Если вот так. Блин, мне категорически не нравится, что очки ни ренегата, ни парагона не дают, по сути. Khaleesa been seen in Al-Jalani, Westerland News. Would you answer a few questions? I can give you the chance to set the record straight. Кроме прям явной херни. What do you want to know? You've been given a unique... Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? We all know it should... Have you encountered any situation... I think they... You've been given command of an advanced... Do you think it was appropriate? Miss Al... Rumors back home say you're... For a long time, the Council... Strong word. Good luck in your... Thank you for your time, Commander Shepard. Да. Толку ноль совершенно. Как бы... На последний вопрос, значит, не отвечаем. Khaleesa been seen in Al-Jalani, Westerland News. Would you answer a few questions for our viewers? What sort of questions? People back home have heard a lot of wild stories about you, Commander. I can give you the chance to set the record straight. What do you say? What do you want to know? You've been given a unique position. Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? We all know it should have happened years ago. Have you encountered any situation? I think they know. You've been given command of that. Do you think it was appropriate? What? Rumors back home say you're tracking a rogue Spectre named Saren. I'm afraid I can't comment on whatever my current assignment may or may not be. Don't worry. Well, thank you for your time, Commander Shepard. Ну, экспо получили, ну так. Что у нас новенького? Так, это... Здорово. Good to see you, Commander. Понятно. Чё от тебя толком не добьешься? Hello, Commander. Блин, вот этот белый-красный прикид, это, конечно, он прикольно выглядит. С рыжими волосами вообще-то какой. Так, интендант. Можно, кстати, к интенданту добежать. Смотреть, что у него там есть.
Hello, Commander. Show me what you... Вот, цезаряка. Тепло для интенданта Нормандии. Ну, остальное пока не будем брать. Смысла нет. Потому что все равно самые лучшие штуки, они типа либо покупаются на Нормандии, либо... Так, а нафиг мы это? Лифты клевые. Мы будем ездить на лифт. Coming up in a report later today, Emily Wong investigates corruption on the Citadel and uncovers a full-blown crime syndicate. Вот, кстати, у нас показано, что типа квест какой-то есть. Сверху, снизу интересно. Видимо, все-таки снизу. Так, что... А, тут же, да, тут переход на самом деле. Так. This place seems strange. Wish there were more humans around. Здорово. Commander Shepard, I am Nasana Dantius. I'm glad you're here. I must talk to you about my sister Dahlia. She's been kidnapped by slavers. Dahlia's dead, Nasana. And I know she was blackmailing you. And I was all set to try to manipulate you into hunting her down for me. But I guess that won't be necessary now, will it? You wanted your sister dead? If people found out my sister was a criminal, I'd be considered a security risk. They'd revoke my clearance, or place me on administrative leave until she was apprehended. I shall transfer a little something into your account as a token of my appreciation. I'm sure you'll find the amount satisfactory. I'm a Spectre, not some merc for hire. I can find credits anywhere. True, but I'm the only one who can authorize you to purchase prototype Asari mods. I will get you added to our manufacturer's preferred client list. I think you'd be very interested in what they have available. Goodbye, Shepard. It has been a pleasure doing business with you. I gave you what you wanted, Shepard. We have nothing more to discuss. Мне еще очень интересно, почему не начисляются вот эти штуки. Типа. This is странно. Так, ладно. Так, тактическая броня. Ладно, пока это я не буду дальше распределять, оставим. Вот. Так, у нее только электроника. Так как мы все равно с собой таскаем Гаруса, смысла нету в этой электронике совершенно. Типа. Да. Учитывая, что я в большинстве своем биотикой от напарников практически не пользуюсь в первой части, ну... Ладно, пофиг. Так, тактическая броня. Вот, ему надо уже наконец-то вырасти из легкой брони в среднюю.
Он так дальше жить будет. Так. Нам, кстати, тоже бы. Это бы не помешало бы. Ну ладно, пока побегаем с тем, что есть. This is truly magnificent. Most Prothean architecture I see is in ruins. Сообщение. Да, нам, короче, надо пояснить его. Превью. Я бы еще помнил, где этот лифт. Ладно, так просто. Пойдемте. Commander Shepard, could I have another word with you? Hello again, Commander. I've got a proposition for you. Since you helped me get information on the crime syndicate, I've gotten a lot more backing from my publishers. I'm investigating traffic controller conditions now, and I wondered if you could help. What do you want me to do? I've heard rumors that the space traffic controllers are overworked to a dangerous degree. I can't get into the control room, but you could. If you planted a bug inside, I could crack the story. If you crack this story, what's likely to happen? Ideally, there will be calls to improve working conditions by hiring more controllers and upgrading systems. The Council won't pay for improvements voluntarily. This story will provide that pressure. What will this bug allow you to pick up? Just audio and video. I'm not trying to tap into the traffic control system if that's what you're worried about. I just need to hear and see them in order to correlate their activity with traffic efficiency. Everyone knows space traffic controllers are overworked. How is this news? There's a difference between overworked and dangerous. Traffic at the Citadel has increased by 300% in the last century, but traffic controller resources haven't kept up. We already have several last-minute wave-offs per week. Do we have to wait for a full-blown disaster? This bug you want me to plant? Absolutely not. I made certain that the frequencies it uses won't interfere with anything. I can't promise anything, but Excellent. Just play. Thanks again for your help. Угу. Ну, транспортная херня не здесь, насколько я знаю. No, I'm waiting to... Commander, any word on my missing men? I found them. Well, what was left of them. Threshermore? That's not... My men wouldn't just stumble into a thresher nest. Not the entire unit. Somebody lured them there with an Alliance distress beacon. Placed it perfectly so they'd land right beside the thresher nest. Damn it. I had a bad feeling about this ever since my team disappeared. An Alliance beacon used as bait. My unit wiped out. Об этом знаем Nobody мы seems to и know те, кто anything это about it. организовал. Commander, I appreciate what you did. Now I need to do my part. The families of those Marines deserve to know why they died. Anything you need from me? Not right now, Shepard, but I'll let you know as soon as I find something out. Так, Эмили Вонг. Так, вот с этим чуваком мы еще не Да, мы еще не нашли его брата. С ним еще рано общаться. В целом, наверное, еще минут 40 поиграем. Делать перерывчик. Надо поесть, все дела. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site.
Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. Let all races herald the glory of the Enkindlers, who raised them all to enlightenment. Where there was only darkness, просветителями, блин. gave light. Так. Where there was only ignorance, Вот, во-первых, нам надо жилые сектора в район клиники. Здорово. I need those supplies for my Can clinic. and you will, or your story won't stay secret for long. Don't disappoint me, Doctor. Oh, Commander Shepard, I didn't see you come in. Every time I come in here, I see someone threatening you. Who was that? Someone from my past. I can take care of it. I might be able to help you. I was fired by my previous employer for giving out free medical supplies to clinics like this. They never filed any charges, they just wanted me to leave without any fuss. But somebody must have found out. Now they are blackmailing me. I have to give them what they want. If the board finds out about my past, I could lose my license. They'll shut my clinic down. Maybe I can get you out of this. Tell me what they want. I have to give some of my medical supplies to a merchant in the markets. They expect delivery today. Give me your contact's name. I'll deal with this guy, whoever he is. Deal with him? But won't they expose my past? I'll make sure they don't tell anyone. I was told to speak with a merchant named Morlan down in the markets. I really appreciate this, Commander. Thank you. Let me take a look at what... Of course. Пошли разберемся с чуваками. Не хочу квест новый, не хочу этот квест, блин. Слишком удобный. Потом. This isn't a proof of purchase. It's a bank statement. It shows that I bought something from you and when I bought it. Well, thank you for buying from me, but this still doesn't prove that you purchased that item from my store. But I didn't buy anything else here. How do I know that? If you don't have the proof of purchase, I can't help you. But... Sorry. Welcome back, Earth Clan. Will you show me what you got? Так, там вон Конрад стоит. Hey, there are rumors on the extranet that you've been made the first human Spectre. That's incredible. Being a Spectre is a big responsibility. The vids are all talking about Commander Shepard fighting for all of us back home. And your grace and skill have inspired a whole legion of admirers, too. О, господи. Hey, can I get your picture? Ладно, короче, давай не будем морды ему бить, типа просто. I don't have a problem with it, but why? Are you kidding? Nobody will believe that I talked with the beautiful Commander Shepard unless I get a picture.
Just hold up Прекрасно. your gun. Perfect. Thanks again, Commander. I'm gonna hang this in my living room. My wife will love it. Да, тяжелый случай. If you feel lucky, we should visit the casino over in Flux. Hello there. Welcome to Moorland's famous shop. You want many good supplies, yes? You were expecting a delivery of medical supplies. But I was told the doctor would be bringing them. Change of plans. A change, but the doctor... I don't... This is not right, human. Shut up, Moreland. I told Baines you'd screw this up. What the hell's going on here? Who are you? Leave the doctor alone, or you'll have to deal with me. We can end this if you just bring me those supplies. Otherwise, I'll start telling people about the doctor's little secret. Her secret stays buried, or I bury you. Hey, hold on. I'm just the middleman here. This is way more than I bargained for. Thank you, human. It is good to see him humbled so. What do you know about Baines? I have never met him, human. I only worked with the one who spoke with the doctor. Oh, you will be pleased, I think. Very... Yes, human, you need something, Вот, yes? а сейчас мне дали очки ренегата. Как вообще просчитывается эта херня? Ладно, не суть. What do you know about Baines? I have never met him, human. Oh, you will be pleased. В целом нормально. 9 очков не так много, но пойдет. По чуть-чуть нужно все равно ренегатские очки нахапывать, потому что парагонские очки-то я знаю, на чем мы нахапываем. А вот ренегата это уже сложнее. Commander, He won't be bothering you anymore. I can't pay you for your help, but I can give you a discount. The thug said he worked for a man named Baines. Sound familiar? Baines? Базары союзник I зашли wonder 5 if he заданий means создали в Armiston команде. Baines. We worked together a long time ago. What can you tell me about him? Last I heard, the Alliance military was contracting him for some research in the Traverse. We should follow up with Captain Anderson. We'll see what the captain can tell us. I wish I could tell you more. Is there anything else I can help you with, Commander? I'll be going now. Goodbye, Commander. Nice talking to you. Так, протанемся к логову Коры сейчас. А, да, быстро. Посмотрим, что там. А потом к Андерсону. О. They told me it was you, but I didn't believe it. Shepard grew up and turned into a soldier. An impatient soldier. Who are you and why are you in my way? Name's Finch. You probably don't remember me, but we ran together in the 10th Street Reds. Maybe you don't remember it yourself, running in a gang. None of the vids mention it when they're talking about you. The vids never tell the whole story. So, what can I do for the Reds?
One of the Reds, Kurt Wiseman, got picked up by Turians. We'd like you to talk to the Turian guard in the bar and get Kurt out. What was one of the 10th Street Reds doing in Turian space? Since your days, the Reds have expanded. We do some salvage, a little shipping here and there, that kind of thing. What was this guy arrested for? Some stupid minor offense. Maybe he had a little red sand. You know how the Turians are. We declared him a problem, and they're shipping him back for a truck. Господи. Он, наверное, в русском переводе он еще как говник говорит. Сошна, чуна. О, господи. You're not asking me to break Wiseman out of jail, are you? Of course not. But word has it you've got some pull with the aliens. All we're asking you to do is pull a little for us. I'll talk to the Turian and see what I can do. Thanks, Shepard. I knew you'd remember your old friends. The guard's over in Cora's den. Take care of this, and you'll never see me again. Вот этот квест, кстати, это... Wanna confirm us by followers and years on... Ну да, конечно. Так, сейчас надо отвлечься, человечку. Так. Запалить. Вот, собственно говоря. Ага, да, минус реклама-бот. Так вот, вот этот квест, он появляется только если в предыстории у тебя выбрано землянин. То есть у каждой предыстории, в том числе типа там вот у военного прошлого и у непосредственно у твоего первого прошлого, что мы вначале выбираем, но есть мелкие квесты, вот это один из них. Значит, этот квест появляется только если ты выбираешь, типа, прошлое землянин. Так, здорово. We Asari are more accepting of our sexuality than most other species. Some club owners like to exploit this by hiring us as dancers. Can I help you? You've got a prisoner named Kurt Wiseman. I'd like that prisoner freed. I'd like a lot of things, human. Desire forms the foundations of organized society. That said, the xenophobe will remain in Turian custody. This is not negotiable. Why are you calling him a xenophobe? The human acknowledged his affiliation with several anti-alien organizations. His crime specifically targeted Turians as a species. It was a hate crime and will be treated as such at his sentencing. What sentence is Wiseman likely to receive? Considering that he attempted to commit a xenophobic hate crime, I would expect him to receive a lifetime imprisonment. What crime did Wiseman commit? He attempted to poison medical cargo being sent to a Turian colony to treat an outbreak of a dangerous disease. If he'd succeeded, millions would have died. This human is a dangerous xenophobe. I'd rather not have to kill all your guards to free this man. Why do you want this criminal released? Is it part of your mission, or are you just helping another human? Trust me on this. Letting Wiseman go will solve a lot of problems in the long run. In that case, I shall go now. The criminal will be released in a few hours. Good luck with your mission. I look forward to hearing Самое the забавное results. будет, если это как бы повлияет на что-то негативно. Ну, там, типа, ну ты хрена в чего повлияет негативного, но, блин. Что поделать? Ладно. Кстати, я ни разу не выполнял этого квеста именно за ренегата. Ни разу. То есть я все это дело
выполнял по-другому. Вот, вот просто вот насколько разница между оригинальной озвучкой и русской. Так, Орлан. Так, что у нас еще есть? Нам нужен Андерсон. Посольство. Можно, в принципе, еще в сверхновую заглянуть. Без выполнения этого квеста, типа. Так, чисто посмотреть, может там что-то другое еще добавить. Андерсон. Мистер Андерсон. Вот. Диалог. Вот, собственно, вот. Кодекс. I heard what happened under the Artemis Tau cluster. The Council wasn't too happy about the destruction of those Prothean ruins. This isn't a game, Ambassador. Shepard's out there trying to stop Saren from destroying the galaxy. I know. Just try to be a little more careful. The Council's watching you. And we all get judged on how you behave. Yes, Commander? How are you holding up? Honestly, but you're the one Так, who can это stop уже Saren. было. I believe in you, Shepard. What do you know about Armiston Baines? Where did you hear that name? Never mind, I don't want to know. Baines is dead. Has been for quite some time. The people I spoke with seemed to think he was still alive. It's not common knowledge. Military is keeping it under wraps. Baines was doing some high-level work for the Закрытая Alliance. информация. Stuff even I wasn't aware of. One day he turns up dead on a drifting scout ship. Everyone suspects it was foul play, but it was never officially investigated. What can you tell me about the ship? I don't know much about it. You should talk to Admiral Kahoku. One of his crews discovered Baines' body. I spoke to Kahoku. He never brought it up. You should mention Baines the next time you see him. See if he'll tell you anything. Is there anything else, Commander? I should go. I'll be here if you need me. Да, типичная бюрократическая система. Один отправляет к одному, другой к другому. Никто ни черта не знает. Ну, это не страшно. Мы докопаемся до истины. А, да, нам еще, кстати, сюда сейчас нужно будет вернуться. А, хрена лысого. Блин, его уже нету здесь. Вот жопа с ручкой. А как с ним поговорить, если он свинтил отсюда? Фак. Понятно. Видимо, придется ждать, пока он здесь появится. Или когда он с нами свяжется в следующий раз. Так, жилые сектора, сверхновая. Где же эта штука была-то? По-моему, сверхновая. Или СБЦ. Ну, ладно, проверим и там, и там. В любом случае, Кахоку с нами свяжется. Единственное, что я не знаю, можно ли будет в этом диалоге с него спросить. Другие какие-то вещи, ну попробуем. По-моему, вот здесь вот, да.
Блин, жаль, что вот эта вот бронька, она, по-моему, только легкая. Тяжелой нету. С таким вот скином. Типа с бело-красным. Потому что он прям очень круто, блин, смотрится на шепе. Мне прям нравится. Эта броня и на Эшли изначально тоже смотрелась ничего. Но... I'm already getting readings. Thank you so much for your help. Here, this is everything I've got from my publisher's budget. It was no problem. Good luck with your story. It deserves I to be- appreciate your support. Thanks again for your help. I'm gonna show this to my publisher. Ну, кстати, да. Немножко очков парагона получили. Так. Новые сектора. Ну, вроде как все. Так. Низкие войны. Маида. Аркуса. Угу. В принципе, можно сейчас по паре побочек пройтись. Че успеем? Минут еще 20. И на сегодня хватит. А в следующий раз уже полетим на Наверию, например. Или в этот. Еще куда-нибудь. Ну, типа, немного основные квесты повыполняем. Знаешь, уже тут достаточно быстро можно закрыть, если не выполнять вообще никаких побочек. Но, естественно, это не наш метод. With all this exploration of Prothean culture, this must be like a survey for you, Liara. Our travels now are somewhat different from my normal excavations. I would prefer lengthier studies and fewer explosions. The loss of all this Prothean technology is just one more thing Saren will have to pay for. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley stands relieved. Так. Message coming in. Patching it through. Commander, Ms. Al-Jalani's story on you just aired. I don't agree with everything you said, but at least you got her on your side. I just hope it doesn't damage relations with the Council. I just told her what she wanted to hear, sir. Convenient for you. Your allies may not think the same. Just wanted to let you know what the response was back home. I won't keep you any longer. Fifth Fleet out. Так, то есть мы начали вот с того Артемиды. Вообще, наверное, надо по порядку идти. Сразу, чтобы потом не просрать ничего. Типа, Гамма-Аида. Там у нас, по-моему, есть штуки, которые...
Message for you, Commander. Just came in over a secure channel. Shepard, this is Admiral Kahoku. I found out who set that trap for my men. The ones killed by the Thresher Moor. Damn, I hope you get this message. It was a group called Cerberus. An Alliance Black Ops organization. Понятно, короче, про Бэйна мы уже не узнаем, к сожалению. They vanished a few months ago. Dropped right off the grid. Nobody knew where they went or what they were up to. They've gone completely rogue, Shepard. They're conducting illegal genetic experiments, trying to create some kind of super soldier. I don't have any proof, but I found the coordinates for one of their research worlds. I'm uploading them with this message. They're completely out of control. Somebody needs to stop them. I've done my part. Now it's up to you. This is probably the last you'll hear from me. Cerberus is after me. Хреново, что ты мне про вот этого Бэйна не успел сказать. Вот это хреново. Так, Антей, Гамаида. Сейчас смотрим, какие косты. Отступник плюс 9. Жаль, жаль, жаль. Очень жаль, что с тобой уже не буду пиздеть на эту тему. Ну, как бы ладно, черт с ним. Переигрывать целый кусок, просто практически час времени я не буду. Не ради этой вещи. Сорян. Там просто, ну, будет какая-то информация о том, кто это может быть, но... Пусть прошло в системе... Так, погоди, Гамаида. Янцы Вояджер. Вот Гамаида в системе Дита. Гамаида Фарената. Вот Антей, да. Найдите пропавших исследователей. Пропавшая разведгруппа. Ты про чё? Вместе. Ты сейчас про игру или про что? А, в чате. Да это реклама была. Ну, типа, там... Станьте богатым, знаменитым, если там зайдете на этот сайт, все дела, у вас там будет 10 тысяч фолловеров, там 100 тысяч подписчиков и вот это вот все прочее. Типа, господи, обычная реклама. Так, Вималия огромная, лишенная воды, скалистая планета, местами покрытая льдом, атмосфера, которая содержит метан и этан. Метан, типа этанол. Поверхность состоит в основном из кальция, залежей железной руды. Ввиду наличия на поверхности ядовитых газов, исследователям рекомендуется принимать чрезвычайные меры предосторожности. Вот, сюда мы будем приземляться. Разведгруппа где-то шастает. Долго читать. Хотя больше не ладно, пофиг. Записи матриарха. Может, я действительно не буду все это подряд читать, потому что это слишком долго. Если какие-то любопытные штуки будут, тогда да. Собственно говоря, вот сюда мы сейчас и прыгнем. Надо будет еще Крогана с собой потаскать начать, потому что он, по-моему, один остался, с кем задания не выполнялись еще. Но я все равно потом его буду брать.
на несколько побочек. Так, сейчас вернемся назад. Да, вот сюда. И вот так вот поедем. Будем тупо зачищать все. Да, геймплей достаточно монотонный, но я все еще считаю это лучше, чем зачистка ресурсов во второй части на планетах. Там все вообще очень уныло было. Ну, хоть изредка что-то интересное можно встретить. О, у нас тут что-то есть. Опять ты. Упс. Чуть-чуть не успел. Раз ресы на карте нет, здесь не надо. Тут ресурсы собираются, по сути, вот. Ну, сейчас я тут найду ресурсы. Тут просто квест на ресурсы, они на планетах собираются, то есть на вот здесь ты точки ресурсов можешь находить. Но не как во второй части, короче. Вот во второй надо планеты сканировать. В Андромеде немного другая система, то есть тут ты маяки ставишь. Ой, там ты маяки ставишь. А здесь ты просто находишь вот такие вот штучки, разбросанные на карте. Ну, я сейчас первую найду, покажу тебе. То есть вот. Тут это просто побочный квест. Типа вот, ищите легкие металлы, тяжелые металлы, редкоземельные элементы. То есть вот, эти уже закрыты. То есть их просто определенное количество находишь по всем планетам, по всем картам. Их больше на самом деле, чем тебе надо по квесту. Вон, вот эта точка. Либо вот такое, либо просто при исследовании планеты. То есть это намного проще, чем в Андромеде. Ну и тут, по сути, на эти ресурсы, если в Андромеде эти ресурсы нужны, чтобы крафтом заниматься, типа, то здесь эти ресурсы вообще ни на что не нужны, они просто нужны здесь по квесту, типа, и все. Ну и этот квест тебе как бы позволит. Ну, то есть эта штука тебе экспу дает, там, кредиты. Подобные штуки. Ну вот этот квест это один из квестов, которые типа переносятся, результаты его переносятся во вторую часть. То есть как они сделают это вот в Legendary Edition, я не знаю.
То есть, но раньше перенос сейвов типа с выполненным этим квестом давал тебе определенное количество ресурсов. This place looks abandoned. According to these data logs, the survey team unearthed some kind of alien technology. Perhaps we will find more answers at the excavation site. Так, тут ничего интересного. Just lead the way. Вот, кстати, у нас, да, место раскопок. Да, нам сюда еще поехать. Судя по звукам, тут какая-то неведомая хренотень уже произошла. Каски. Так, а что у нас тут есть? О, у нас есть вот это. Ай-яй-яй-яй-яй. Чё это нахрен произошло? Фига, у меня игра свернулась. Из-за того, что несколько раз, блядь, ачивки дали. I've seen this before. Machine cultists. The survey team must have unearthed some alien technology that turned them into mindless fanatics. Whatever they found, it is long gone now. А, тут можно было, кстати, вот так воевать. Сюда переться. Их проще в проходе снести. Так, там что-нибудь еще есть интересное? Ни хрена тут нету, судя по всему. А, нет, что-то есть. Японский городовой.
Это вся разведгруппа экзогений. Они были превращены в кибернетических хасков с помощью устройств, похожих на те, которые использовали геты на Идом Прайн. Как они оказались похоронены на пограничной планете, находящейся так далеко от территории гетов, неизвестно. Так, ну вроде все уже. Эта штука разве что. А, нет, ни хрена не все. Вот еще один ящик. А, то что у нас тут, кстати, есть-то? Понятно. Уровень есть, этой штуки все еще нет. Ладно. Деформация, ну, чисто атакующие спалы. Так, у тебя что? Типа открытый шлем? Окей, что у тебя? А, вот, да. Так они выглядят открытые. Так, ладно. Так, это все хуже. Вот, средняя броня. Во, слушай, средняя есть. Да, я ошибся. Есть и средняя с такими же модификаторами. Ну-ка. Галс, а у тебя что есть? Да, средняя броня, но такое себе. Понятно, лучше в этой пока побегай. Так, валим, валим, валим. Так, продолжим. И странно у нас все изучено. Вот сюда вот все. Так, да, я правильно еду. Сейчас, подожди, я хотел вот с этой планетой закончить, ну, минут еще, не знаю, 5-10. Сходить поесть и потом пойдем. Что там, Гаммер пришел?
И чё он говорит по поводу того, что его так долго не было? Прикольно. Херня, которая сбивала спутники. Лол. С этих спутников еще можно что-то получить, не? Шопился. Жопился он там, не шопился. Чё хоть покупал-то? Так, ну-ка, погоди-ка. Игра. На кой хер у меня вообще вертикальная синхронизация включена? Кто не может объяснить? Чё? Чё нахрен происходит вообще? Что? Что с игрой? Не понял. Что с игрой происходит? Так, нет, стоять. Вот мне стало вдруг интересно, почему, когда я выключил вертикальную синхронизацию, у меня началось какое-то сраное полуслайд-шоу. Это что за херня? Так, сейчас. У меня же MSI автобернер еще нормально не работает. Потрясающе. Я сейчас не могу даже сраный счетчик FPS включить. Прикольно. Собственно говоря, из-за Mass Effect я и не могу это сделать. Ну ладно, давай включим обратно. Хуй делов-то. Вот, а сейчас все... Я не знаю, что происходит с игрой. Ладно, пофиг совершенно. Потом, если все-таки я отображение FPS-иков отдельно поставлю себе не через MSI автобернер. Ну, потому что, скажем так, либо сейчас у меня работает MSI автобернер, который мне нужен для определенных вещей, либо, ну и там кодировка нормально отображается, либо у меня работает Mass Effect непосредственно, потому что товарищи запилили очень прикольную херню, связанную с лаунчером, с ихним. Да ёптить. Честно, он в лаунчере в оригинале это был так себе. Здесь он просто верх идиотизма, если честно. Так, я правильно еду? Я правильно еду.
Ладно, еще раз проверим. Не-не-не-не-не. Вот. Листовка. Графика. Давай вот так вот. Не знаю, 120. В принципе, вроде все нормально. Хз, короче, ничего это было. Без понятия. Какая-то срань. Ладно, вот здесь еще проедемся, посмотрим. О, как знал. Неплохо. Ну, вроде все. Вот здесь сейчас посмотрю еще. И вот здесь. И на сегодня, в принципе, можно заканчивать. Я думаю, завтра продолжить можно. Если я не слишком поздно с работы приду. Хотя бы на пару часиков. Потому что надо уже это, поактивнее проходить первую часть. Впереди еще вторая и третья. А там еще попутно еще другие игры у нас выходят. В достаточно большом количестве. И потом... Ну, биомутант я не знаю, буду ли я в него играть еще. Посмотрим. Но шутан поэтому по Вархаммеру новый я бы сыграл. Тут нету ничего. Ну, вот, собственно говоря, тут мы все сделали. Да, у нас. Потом пойдем сюда и сюда, там и там есть побочки. То есть, ну, в целом еще дофига всего тут на самом деле исследовать. Вот, как минимум несколько стримов это будут тупо побочки. Так. Как-то так. Ну, ренегата чуть-чуть вперед потянули. Нормально. Парагона еще вперед тоже потянем. Нужно как-то, блин, баланс какой-то соблюдать, наверное. Может, в этом случае и не получится в финале заложить за счет реплик Парагона или отступника, но... Ну, как бы, сыграем за нейтрала, значит.
В любом случае, там вот при заполнении шкалы до определенного момента, по-моему, на 75%, тебе бонусы во второй части дадут, на что на парагона, что на ренегата, они будут полезны. В целом. Как-то так, да. Так, ну все. Ладненько, всем спасибо, кто смотрел, кто, может быть, в записи это будет смотреть. Спасибо за внимание, что кто-то был. Нестеру спасибо, вот. Пришел, даже что-то писал, смотрел. Фоном, может быть, хотя бы. В общем, ладно. Всем удачи. Всем до следующего раза. Пока.